На что можно пойти ради идеи? Мы с вами прекрасно знаем ответ. На все. На все можно пойти ради идеи. Все зависит только от того, насколько яро и неистово ты во что-то веришь. В нашем мире идеи — это современные божества. Люди разговаривают о идеях, кто-то живет идеями, а для кого-то какая-то идея — это священный храм, на который ни в коем случае нельзя посягать. Кто-то верит в ЗОЖ и всем и каждому доказывает, насколько греховно и губительно начинать свое утро с сигареты и чашки кофе. А если ты еще и не медитируешь, и не находишься в осознанном моменте принятия себя, то определенно точно в аду сгоришь. А кто-то плевать на это хотел. И на ЗОЖи, и на медитации, и на нахождение в моменте. Можно еще и в смузи плюнуть. Кто-то истово верит в различные измы, типа коммунизм, феминизм, социализм, сексизм и так далее. И всегда во всех этих идеях нас ждет светлое будущее, но только при том условии, если мы объединимся и победим ненавистных для нас врагов. Как только размажем по стенкам всех, кто не подходит под наши взгляды, и всех, кто с ними не согласен, как только коммунисты размажут по стенкам всех капиталистов, как только феминистки размажут по стенам всех цисгендерных и патриархальных мразей, вот тогда сразу же окажемся в раю, где мы все сыты, бесконечно счастливые и беспечные, скачем по зеленой травке в ночнушках с плюшевыми мишками. Хотя, мне кажется, что даже там найдутся активисты, которым жалко притоптанную траву или кого будет оскорблять ночнушка с плюшевыми мишками. Ведь плюшевый медведь на ночнушке — это символ человеческого превосходства над беспомощными животными, который с самого детства прививает доминантную позицию людей над угнетаемыми и беззащитными существами. Поэтому давайте расстреляем всех, кто ходит в ночнушках с мишками. Не, сначала заставим преклонить колено, а потом уже расстреляем. Не, сначала заставим преклонить колено, а потом они пусть нас целуют в Но вот тут какая штука. Мы как поколение людей не уникальные. Человечество всю свою жизнь живет идеями. И всю историю мы, как вид, от поколения к поколению, живем идеями о лучшем будущем. Или о том, как жить правильно, а как вот неправильно ни в коем случае. В зависимости от страны, строения общества и культурного бэкграунда, идеи в каждый момент времени разные. Но все они, по сути, про одно и то же. Про какое-то мифическое, светлое будущее. А у меня вопрос. А почему мы до сих пор не оказались в этом светлом будущем? С одной стороны, наша современная жизнь — это рай для любого жителя 18 или 19 века. Без шуток. Реально в раю живем. У нас есть горячая вода, отопление, медицина, социальное страхование и тиктокеры. Это ли не рай? Если ты родился в 5 веке, то ты живешь хер пойми где. У тебя есть только твоя семья или там какие-то жители общины или деревни. И все на этом. И вот эти 15-20, хер с ним, 200 человек — это, скорее всего, все люди, которых ты увидишь за всю свою жизнь. Единственные новые знакомства, которые у тебя могут быть, это в любой момент может прискакать толпа каких-то левых мужиков с луками и мечами, всех перерезать и угнать в рабство. И даже в 10 или в 15 веке жизнь как-то драматически не отличалась. Про медицину все еще проще. Если у тебя что-то заболело, то у тебя есть 2 пути. Первый — это не обращать внимания и молиться, чтобы ты не умер. Второй — отрезать. И не факт, что выживешь при этом. Но тут уж во что ты больше веришь — в Господа Бога или в пилу по дереву. Идеальный инструмент для обработки моей бывшей, кстати. Сегодня мы живем с вами в мире, когда магазин с продуктами у тебя прям в доме. И если впадлу идти, то тебе все привезет курьер. Все, что может тебе понадобиться, всегда есть в доступе. Можно зарабатывать деньги, сидя в трусах на кухне. Ты можешь ездить на машине, летать на самолете. Под землей у нас ходят целые поезда каждую минуту, чтобы тебе было удобно доезжать до любимых мест в городе. А если что-то пошло не так, у тебя всегда есть номера телефонов социальных служб, куда ты можешь позвонить и тебе помогут. В целом, мы живем такую жизнь, которую наши дедушки и бабушки даже представить не могли, как и наши рассказы о путешествиях. Мы тут сейчас все кто на Бали, кто в Таиланде, кто в Турции, кто в Европе. А еще 80 лет назад путешествие — это вот ездил в соседнюю деревню, значит. Вот такое вымя у коровы видел. При этом, если внимательно посмотреть вокруг, то сильно счастливых людей вокруг что-то как-то не наблюдается. По-настоящему счастливы единицы, я бы сказал. Да и
те пиздят, скорее всего. А даже если человек какой-то слишком радостный, просто сам по себе, то это не повод ему позавидовать, а это какая-то подозрительная херня. И весомый повод вызвать скорую, так как, очевидно, тут фляга начинает свистеть у человека. Радоваться он удумал. Ха! В наше время! Алло, прием! Мы вечно в депрессии, мы вечно устали, и нас мало что радует. Вместо того, чтобы радоваться жизни вместе со своими близкими людьми, мы частенько хотим остаться в одиночестве, чтобы нас никто не трогал. Мы боимся сказать, что мы чувствуем. Мы не знаем, ради чего живем. Поэтому проживаем день сурка год за годом, заглушая внутреннюю боль сериальчиками, листанием ленты соцсетей, спонтанными покупками ненужной херни в интернете и просмотром порнухи. И да, с такими проблемами вам тут курьер с ушами не поможет. Даже если принесет подарочный сет за репост в ВК. Получается, что с одной стороны у нас прогресс налицо, а с другой как будто бы даже хуже стало. И вот почему так? Потому что мы как-то недостаточно яро и со стервенением следуем правильным идеям о светлом будущем? Или может, ну их нахер все эти идеи? И наконец-то просто начать жить? Хотя отказаться от идеи, просто жить — это тоже идея, мать ее. Получается, что мы просто по-другому не можем. И мы вынуждены всю свою жизнь отстаивать и бороться за идеи, в которые почему-то верим. И что только таким методом обеспечивается прогресс, и мы действительно приближаемся к этому светлому будущему. Или все-таки вот этой всей суетой мы только глубже копаем себе могилу? И вряд ли вы такого захода ожидали в этом материале. Возможно, кто-то из вас сейчас такой: ты чё тут расфилософствовался, крашеный? Ты автомобильный канал. Алло, бип-бип. Давай нам тут интересная история о том, как ты там машинки там туда-сюда ездят, инженеры их там придумывают, вот это все. Я чё, зря чипсы открыл? Ты нахера мне вечер портишь? Справедливо? Хер поспоришь. Но вот вопрос к вам. А вы думаете, что автомобильный мир, который состоит из точно таких же людей, как я и вы, живет по каким-то другим правилам? И никто из этих людей не борется внутри автомобильного мира за свои идеи? И там никогда не бывает конфликтов и пересечения интересов? И не бывает такого, что кто-то может дойти до крайности? И не бывает такого, что кто-то может заплатить жизнью за какую-то идею? Все, что я могу сказать на данный момент, определенно точно, у меня для вас сегодня есть интересная картавая история, после просмотра которой вы станете немного по-другому смотреть на этот мир. Это я вам обещаю. И честно, так, по-человечески, я вам по-белому завидую. И настолько не хочу обламывать вам кайф, что тут не будет нашего стандартного «сегодня вы узнаете». Сегодня вы кайфанете. И это главное. Приятного погружения. Да, все сделали. Да, запчасти уже приехали, все в порядке, да, можете приезжать. Добрый день, я Юрий Деньгин, викторианец, нумизмат и не люблю фиолетовый. И у меня запись на обслуживание. Да, все верно, у вас на сегодня запись Volkswagen Tiguan, ТО, замена ГРМ, тормоза и рулевая, верно? Да, я все помню, но сначала давайте проведем-ка мы с вами расчет. Так в этом нет необходимости, у нас расчет после выполнения всех ремонтных работ. А это что? Это моя плата. Я все посчитал. Колодочки мы у вас сделаем. Я в интернете проверил. У вас это будет дешевле на 30 рублей 40 копеек, чем в других сервисах. А копейка она что? Рубль бережет. Да, только у вас тут казахский тенге, турецкая лира. Мал золотник, да дорог.
Кстати, про масло. У вас какое, импортное? Вот его не надо. Я с собой привез. Я старое процедил, пол-литрика нового туда хлестнул, и вот готовое масло. О, господи. Масло? Масло. А экономии аж 5 литров. Интересно у вас экономия. Самое, что ни на есть, экономная экономика. Также я могу провести оплату в подарочных сертификатах или что вы тут еще принимаете. Пока что вы у меня разложили кучу монет и кучу каких-то странных карт. А если бы у вас была карта Тинькофф Драйв, вы уже могли оплатить ремонт, и при этом часть денег вам вернулась бы на карту. То есть ты что хочешь сказать? Что я могу сэкономить? Да, притом вот без всех этих заморочек. С Тинькофф Драйв вы не просто получаете до 1% кэшбэка на все. А еще также можете получить 5% кэшбэка на покупку запчастей и автотовары. А также 5% кэшбэка вам возвращалось после оплаты штрафов и парковок. И также тут еще предусмотрен 10% кэшбэк на покупки ОСАГО в Тинькофф страхования и вообще в целом всех автомобильных страховок. А также 10% кэшбэка на покупку всяких штук на АЗС, в том числе и топлива. А это ж целое состояние. Так да, и вы таким образом можете сэкономить до 25 тысяч бонусов за год. Один бонус — это 1 рубль. И это, между прочим, цена комплекта резины или какого-нибудь среднего ТО. А мне что с ней делать? Получается, я просто беру карту, я вот приложиваю, и деньги в приложение возвращаются. Да, просто приложить. И деньги вернутся вам на счет. Притом до 1% вам будет возвращаться вообще за все покупки по карте. А еще в приложении Тинькофф Банка вы будете видеть акции от партнеров банка. Чтобы содержать автомобиль выгодно, достаточно одной карты Тинькофф Драйв. Оформляйте карту по ссылке в описании, а по промокоду ASAFIV1000 вам вернется 1000 рублей при трате 3000 рублей. Торопитесь, все подробности будут в описании. Вот хотя бы кэшбэком копилку отобьешь. А, не переживай, я ее спи. — 17 ноября 1986 года. Франция, Париж, район Монпарнас. Престижный жилой квартал, бульвар Эдгар Квинет. В районе 8 вечера местные жители услышали странные звуки хлопков с улицы. Очень похоже на фейерверк, но какой в жопу фейерверк в понедельник вечером? Когда народ выглянул на улицу, то увидел, как несколько человек бегут по улице, на проезжей части стоит 2 детские коляски, а на пешеходной зоне лежит что-то неопознанное. И довольно быстро стало понятно, что на пешеходной зоне лежит человек с 4 пулевыми ранениями в грудь. Оцепление, полиция, камеры журналистов и скорая помощь, само собой, себя ждать не заставили. На пустынной улице тут же образовалась толпа из шокированных людей, журналистов, зевак, служб правопорядка и прочей нечисти. Но среди всех людей, кто оказался на месте преступления, буквально за 20 минут после выстрелов появился Жак Ширак, тогдашний мэр Парижа, а в ближайшем будущем премьер-министр и президент Франции. И тут же первый вопрос. Почему Жак Ширак приехал на место убийства? Понятно, что Париж — это столица государства, многомиллионный город, и убийства в нем происходят, как и на любой другой точке планеты, с завидной регулярностью. Но вряд ли мэр города так оперативно подрывается на каждое из них. И даже если бы и подрывался, то хер ли ему там делать? Вряд ли у мэра города такое развлечение по ночам смотреть на новоиспеченных клиентов местного морга. Очевидно, что раз уж на место преступления, побросав все свои дела и спокойный сон, примчался мэр города, то дело серьезное. И да, оно было таким, так как на земле лежал человек, которого звали Жорж Бес. На тот момент это всего лишь навсего глава Рено, один из самых влиятельных и известных руководителей страны, столица одного из главных европейских государств, престижный район города, в котором жил Пабло Пикассо, Генри Миллер, Эрнест Хемингуэй, Марк Шагал и куча других уважаемых ребят, и прям посреди улицы какие-то неизвестные на раз-два убивают одного из самых важных и высокопоставленных руководителей национального бизнеса. О том, что такое в принципе возможно, что в столице посреди улицы могут просто так взять и убить кого-то из высокопоставленных лиц, никто и подумать не мог. Немцов в первую очередь. Как я уже сказал, на момент убийства Жорж Бес — это глава Рено. Не один из, а вот прям самый-самый главный гражданин-начальник. При этом в должность он вступил совсем недавно, в январе 85-го. То есть на посту он просидел всего лишь 21 месяц, меньше 2 лет. И вот вопрос. Зачем убивать главу автомобильной корпорации? Я могу понять, когда убивают там типа видных политических деятелей или наркобаронов, например. А тут компания, которая делает дешевые хэтчбеки, еще и государственная. Да, большая, да, там много денег. И ладно бы, если Бес был бы владельцем Рено
И после его смерти можно было там что-нибудь намутить с наследством, сменой руководства и подмять компанию конкурента под себя. Но компания государственная. А бес, хоть и занимал высокий пост, был, простым наемным сотрудником. Он даже акционером не был. Просто менеджер. Да, умный, да, эффективный, но тем не менее. Убили одного, поставят другого так-то. Но, если бы все было так просто, что-то мне подсказывает, что я бы вам эту историю не рассказывал. Поэтому давайте присмотримся повнимательнее. Жорж Бес, на первый взгляд, человек довольно скучный. И для наших документалок так себе подходящий. Потому что, вот так вот по-честному между нами девочками. Убили человека и убили, и хер бы с ним. Тоже мне подумаешь, человека убили. С кем не бывает. Но чем внимательнее я приглядывался к деталям, тем больше у меня появлялось вопросов. Несмотря на то, что он вроде бы как был заметным человеком в разрезе страны, про него не так-то уж много информации. Даже во французских источниках. Родился в семье слесаря в 1927 году, поступил в политехнический колледж на инженера, а после учился в Парижской национальной горной школе. Большую часть своей жизни проработал на горнодобывающих предприятиях, сначала инженером, потом небольшим руководителем, а потом нормальным руководителем. Из заметных штук в 1964 году стал замом управляющего в ЦИТ Alcatel. Alcatel, если кто помнит, это были такие мобильные телефоны в начале нулевых. Это вот то же самое, только с небольшим уточнением, что Alcatel — это огроменная корпорация, которая изначально занималась всей телекоммуникацией как таковой еще с 19 века. Кабели, телеграфы, телефоны, провода, коммуникационные узлы и так далее. А в какой-то момент, точно так же, как и Siemens, например, начали производить вообще все, что только под руку попадется. Они даже поезда в какой-то момент делали. И вот с 64 по 74 Бес находился в хед-менеджменте Alcatel, по сути, как операционник. И работал над улучшением бизнес-процессов, оптимизацией, вот этими всеми скучными вещами. С 74 по 85 работал управляющим в горнодобывающем и энергетическом секторе, ни хера интересного. А в 85-м его ставят руководить Рено. И через 2 года убивают. Все, вся биография. Не шучу. Может быть, там в отпуск еще пару раз в жизни своей съездил. Кто убил? Зачем убил? Чем вам не угодил менеджер госкорпорации? Где искать убийц? Непонятно. Но через несколько дней после убийства в Париже по всему городу появляются разбросанные листовки, в которых было написано, что ответственность за совершенное убийство берет на себя некая террористическая группа Action Direct. На русский — прямое действие. И вот уж действительно, прямее некуда. В этих листовках, помимо лозунгов, было написано, что террористы из группировки убили Беса за его преступление против рабочего класса и за эксплуатацию того же самого рабочего класса. И в этот момент я такой: ага, эксплуатация рабочего класса, вот это я люблю, вот это вот давайте-ка сюда и туда и покопаем. Потому что это все вместе пахнет как огромная куча навоза, а я такое очень сильно люблю. Знакомьтесь, Жан-Марк Руян, Жорж Сиприани, Натали Мениган и Жюль Арбан. Идейные лидеры и главы Action Direct. Фактически это были ультралевые анархисты, которые исповедовали теорию перманентной революции. На понятном языке это означает, что вот какой бы строй ни существовал, какой бы порядок, какая бы иерархия бы ни существовала, это все херня из-под коня. И если есть какая-то социальная лестница, в которой кто-то может быть чуть выше, чем другой, то точно нужно все разбомбить. Так как любая иерархия и любая упорядоченность и любые правила с законами — это все ужас-ужас. А если уж там и деньги где-то промелькивают, то точно нужно всех расстрелять, закопать в землю, на могилу насрать большую кучу. И все, на этом и достаточно будет. Такая вот идея. Что нужно построить взамен разрушенной системы, ребята не уточняли, само собой. И если полезть в литературу, которую эти одаренные личности издавали, а я туда полез первым делом, то найти там хоть какую-то толику здравого смысла решительно невозможно. Например, вот вам цитата из одной книжки. «Мы должны объединиться и противостоять потокам лжи и брани, извергаемыми трусливой буржуазией и предателями, боящимися возмездия». И вот такого чтива страниц на 200. Если хотите съехать кукухой в какой-нибудь воскресный вечерок, то рекомендую кайфанете потом в психбольнице по полной. Фактически, что ребята делали? Прикрываясь идейными лозунгами с очень мутными формулировками, что все общество прогнило и требует серьезных изменений, они подкидывали бомбы в государственные здания, в аэропорты, в транспортные узлы, а также совершали нападения на полицейские участки и грабили банки. Погоди, извините,
не грабили банки, а экспроприировали грязные деньги буржуазии, нажитые на эксплуатации рабочего класса. Вот так правильно. На человеческом языке грабили банки. Надо сказать, что Axion Direct далеко не единственная европейская террористическая организация того времени. Начиная от поздних 60-х и до того момента, который интересен нам, а это поздние 80-е, в Европе была целая толпа организаций подобного рода. Страна басков и свобода в Испании, Ирландская республиканская армия и борцы за свободу Ольстера в Северной Ирландии, Красные бригады в Италии, фракция Красной армии и так далее. Короче, херова гора. Всего вместе их было несколько десятков. И все они между собой там то объединялись, то срались, то воевали из-за того, что кто-то испытывал не такие идеальные идеалы, как все другие. И вот там, вот в этой вот идеологической белиберде черт голову сломает, пытаясь понять, что вообще ребята имели в виду. Ну, кроме того, что они тебя убьют. Это было довольно понятно. Но если попытаться объяснить хоть какой-то коренной принцип всех этих долбоебов, в смысле ужасных террористов, то каждая группа придумывает себе какую-то идею, типа некий идеал, к которому стоит стремиться. Под идеалом может подразумеваться вообще все, что угодно. От нового мирового порядка до правильного мытья тарелок по часовой стрелке. Вообще похер. Но ни в коем случае нельзя мыть тарелки против часовой, так как так делают только конченые вражины. После того, как идеал очерчен и хоть как-то косо-криво сформулирован, ты проводишь белую линию по всем людям, и вот те, кто не испытывает таких же влажных чувств к вашим идеалам, получают гранаты в прихожую. А всем, кто оказался по другую сторону линии, нужно раздать автоматы, чтобы они вместе с вами вели святую войну во имя макаронного монстра. Среднего не дано. Ты либо с нами, либо против нас. Современные радикальные феминистки ровно та же самая херобора рубль в рубль. Просто поменяйте эксплуатацию и притеснение рабочего класса на эксплуатацию и притеснение женщин и получите ровно то же самое. Ровно с такими же формулировками, просто слегка адаптированными под современность. Типа, дописали, ставь лайк, если с нами, и все, плов готов. Но если говорить конкретно про Axion Direct, то на их счете около 80 акций примерно за 8 лет. И нехитрой математикой получаем по 10 акций в год. То есть практически каждый месяц на протяжении 8 лет ребята где-то наводили суету своими акциями. Акция — это вот не горошек в пятерочке, а какое-нибудь нападение, взрыв бомбы, ограбление. Ну, короче, типичный вторник у французов. Хотя от горошка из пятерочки тоже бомбить, знаете ли, неплохо иногда. Да. И за все эти 8 лет на своих акциях ребята насобирали около 120 человеческих жертв. Надо сказать, что совершить 80 различных налетов и не попасться — это задача не из простых, тут надо отдать должное. Тебе нужно продумать операцию. Тебе нужно достать взрывчатку и оружие. Тебе нужно найти союзников и единомышленников, провернуть нападение и свалить с места преступления таким образом, чтобы тебя не поймали. Или чтобы ты сам не поймал полицейскую пулю. И вот исполнять такое на постоянной основе — это надо уметь. И судя по результативности, ребята умели. Как они сами у себя писали в мемуарах, а я читал эти плоды больной фантазии, тренировки были обязательной рутиной для всех участников группировки, а это примерно 150-200 человек в разное время. Участники тренировались на стрельбищах, бегали длинные дистанции и учились экстремальному вождению автомобиля на специальных полигонах, чтобы иметь все шансы свалить от преследователей. Первый вопрос, который у меня возник в голове: а как они тренировались? И кто вел эти тренировки? Ты ведь не можешь на регулярной основе тренироваться в стрельбе и в экстремальном вождении таким макаром, чтобы не привлечь к себе внимание. Нельзя прийти в какую-нибудь школу и сказать: пацаны, нам нужен ваш полигонный инструктор. Значит, задача следующая. Вы нас догоняете, а мы от вас уезжаем. И по дороге будем отстреливаться. Вот, да. А зачем нам это надо? Не берите в голову, у нас просто семейные развлечения такие. Кстати, да, и семья у нас большая. Это вон там та толпа из 150 бородатых мужиков. Бабы есть? Каких-то внятных данных откопать не удалось. Но в мемуарах лидеры писали, что они тренировались там в каких-то полях, лесах, болотах, под покровом ночи. А деньги на автомобили и оружие они брали из тех средств, которые отжимали у банков. Романтика — это, конечно, хорошо, но я в это не верю, чисто как предприниматель. Если большая группа людей стабильно и прогнозируемо выдает результат в своей деятельности, это означает, что там все так нормально зарегулировано и отлажено. И очевидно, что без серьезной сети связей, которые бы поддерживали бы всю эту движуху, что-то подобное проворачивать было бы невозможно. И очевидно, что должна была существовать какая-то сеть агентов тут и там, с помощью которых можно было нарулить что угодно. Все, что удалось откопать в мемуарах, это большие благодарности братьям по оружию и неравнодушным людям.
Окей, хорошо, допустим. Как бы там ни было, очевидно, что все участники организации больше походили на хорошо подготовленных боевиков, чем на толпу беспечных студентов с романтическими идеалами, так как поймать их было решительно невозможно. А в перестрелках с полицией, которые периодически случались, гибли только полицейские, и жертв среди террористов практически не было. Что тоже говорило о их серьезной подготовке. И вряд ли бы такую боевую подготовку можно было бы получить, просто листая книжечки в подвале или бегая по болотам. Но несмотря на то, что организация 8 лет занималась террором, и никто их не мог поймать, после убийства Жоржа Беса верхушку вылавливают полным составом, и они сдаются без боя. Натурально, когда за ними пришли, лидеры просто сидели и ждали, когда их арестуют. Они не отстреливались, не брали заложников, не пытались взорвать себя, а просто сидели на кухне. И это еще одна странность. Ты 8 лет ведешь войну с режимом, убиваешь людей, убиваешь полицейских, а когда за тобой приезжают, ты такой: ну ладно, так и быть, молодцы, поймали. Теперь ты Сифа. Каким-то образом полиция пронюхала, что вся четверка лидеров сидит на какой-то ферме в пригороде Парижа. И тут же на место приезжает спецназ, куча людей с автоматами, и берут эти сараи штурмом. А само задержание террористов показывали по всем каналам. Журналисты главного телеканала страны в прямом эфире летали на вертолете и снимали все происходящее. Вертолет — это же, такая незаметная штука, которая вообще ни разу никогда не спугнешь преступников. Они сидят у себя такие, ничего не подозревают, слышат странные звуки, видят в окне летящий в их сторону вертолет и кучу спецназа и такие: самое время выпить кофеек, знаете ли. На следственных допросах стало понятно, каким конкретно образом было совершено убийство. Две женщины, Натали Мениган и Жюль Арбан, шли по улице с детскими колясками, внутри которых лежало оружие. А Жан-Марк Руян и Жорж Сиприани стояли на мотоциклах в соседнем квартале, в заранее обговоренном месте. Кстати, догадаться замаскировать оружие внутри детских колясок — это прям мое почтение. Потому что даже если по улице ходили бы наряды полиции, то подумать, что две подружани с детскими колясками, которые просто прогуливаются по улице, это на самом деле террористы, которые идут убивать человека, просто невозможно. Естественно, убийцы знали расписание Беса, во сколько он приезжает домой и где живет. И хоть он был и высокопоставленным руководителем, ездил он без охраны. У Жоржа Беса был обычный водитель, который довез его до дома, высадил и поехал к себе домой. А в тот момент, когда машина отъехала, подошли миловидные девушки с колясками, достали из них огнестрел и выстрелили 4 раза в упор. И дали по тапкам. И пока улица просто пыталась понять, что сейчас произошло, преступники уже сваливали на мотоциклах в неизвестном направлении. Во время следствия террористы ничего не отрицали. Они все признавали и продолжали гнуть свою линию, что они святые борцы с прогнившей системой, от своих взглядов не отказываются, все сделали правильно и ни о чем не сожалеют. И получили ребята по полной. Их заключили под какое-то особо строгое содержание. И до этого материала я вообще о таком не слышал. Каждому выдали срок заключения более 20 лет, либо вообще пожизненное. Притом не просто в камере. Каждого держали на отдельном этаже, в малюсенькой камере, в полной изоляции, чтобы вообще было ни малейшего шанса пообщаться хоть с кем-нибудь. Персоналу тюрьмы тоже было запрещено общаться с заключенными. И надо сказать, что это отдельный вид жестокости. Даже в наших тюрьмах при особо строгом виде заключения тебе разрешаются краткосрочные свидания с родственниками, а в подавляющем большинстве строгого содержания разрешены и долгосрочные свидания. Ты можешь получать посылки, бандероли, писать письма и так далее. Ты даже в камере очень часто живешь не один. И это важно, потому что ты все равно общаешься с людьми. Да, вопрос контингента — это вопрос, но за долгий срок в тюрьме вы все равно наладите какие-то отношения с сокамерниками. И так, чисто по-человечески, переносить наказание будет проще. А тут этих людей этого лишили. Никаких свиданий, никаких передачек, никакого общения. Ты сидишь один на целом этаже. И это жестоко. И странно. И на этом, вроде бы как, официальная история Axios Direct заканчивается. Ребята натворили херни, получили сполна по своим заслугам, и вроде бы все. История вполне понятная. И, собственно, вот такое объяснение ситуации вы найдете, если просто пойдете читать первую страницу Яндекса про убийство Жоржа Беса. И в целом, на первый взгляд, даже как-то и не докопаться. Но мне этого было недостаточно. Мне не давали покоя два вопроса. Первый вопрос. Почему же убили именно Жоржа Беса, а не кого-нибудь другого? Ведь операция спланирована конкретно против него. И убить хотели именно его.
а не кого-нибудь другого из менеджмента Renault или кого-нибудь из другой большой компании? И второй вопрос. Почему именно после его смерти власти сразу напряглись и выловили преступников, за которыми вроде бы как безуспешно гонялись 8 лет? Поэтому нам с вами нужно размотать контекст того, что такого странного происходило в Renault в то время. И почему главой компании поставили именно Жоржа Беса? Да и в конце концов надо бы разобраться, а что такие за ужасные преступления против рабочего класса он успел натворить за свои 2 года правления? А вы когда-нибудь задумывались о том, сколько в России продается смартфонов в год? Наверное, миллион. Или может быть 10. Ну, если что, можете не гуглить. Их продается суммарно около 25 миллионов штук. То есть, вот вдумайтесь, каждый год в нашей стране покупают 25 миллионов новых смартфонов. Но вот вопрос. А что в этом случае делают с предыдущими? Чаще всего просто кладут в ту же самую коробку и убирают в дальний ящик. И это все при условии, что зачастую этот телефон вполне себе свежий, отлично работает, с ним все в порядке, и иногда даже с пленкой на экране. Но такой смартфон легко можно продать на Авито. Часто причиной, чтобы не продавать телефон, является цена. Мол, типа, а за сколько я его выставлю? И кто у меня его купит? Ну и так далее. Но эту проблему теперь можно решить. Ребята запустили собственный калькулятор оценки стоимости смартфонов, и в нем вы можете указать город проживания, марку, модель, состояние и прочую информацию про ваш смартфон. И Авито, опираясь на статистику и аналогичные объявления, предложит вам рыночную стоимость. Например, у меня вот iPhone 12 Pro Max. А еще у меня есть 11 Pro Max, с которым я ходил раньше. И, предположим, я хочу выставить его на продажу. Открываем калькулятор, выбираем все параметры, и все, теперь мы знаем, что коридор для продажи вот этого телефона от 43 до 49 тысяч рублей. Оценка стоимости происходит буквально за пару минут, и когда вы уже знаете цену, достаточно еще пары минут, чтобы создать объявление о продаже, к которому, кстати, можно будет дополнительно подключить доставку, чтобы телефон можно было продать не только по вашему городу, но и по всей России. Поэтому ссылка на калькулятор стоимости будет в описании. И не храните технику в дальнем ящике, ее уже ждут на Авито. Renault — это огроменная корпорация, не только по меркам автомобильной индустрии, а в принципе. И что важно для нашего повествования, это один из самых больших налогоплательщиков Франции. Традиционно, абсолютно всю дорогу за этим брендом тащится слава производителя маленьких городских и бюджетных хэтчбеков. И вот в современном мире, начиная примерно с поздних 90-х и по сей день, Renault всеми возможными методами пытается отмазаться от этой репутации. Но это клеймо сидит на бренде так же прочно, как моя бывшая на метамфетамине. Расслабьтесь, это шутки. Моя бывшая сидела на моем лице, конечно же. Под метамфетамином. После Второй мировой войны, в 1947-м, когда Renault уже перешел под контроль государства, свет увидел вот этот автомобиль. Renault 4 CV. Это последний автомобиль, к которому успел приложить руку основатель компании Луи Рено. Великий человек с очень непростой судьбой. Мы про него рассказывали в документалке про французский автопром. Зацените, вам понравится. Так вот, 4 CV. Фактически это был прямой конкурент и калька с Volkswagen Жук. Максимально простой, дешевый и надежный автомобильчик, который идеально отвечал на запрос послевоенного времени. Половина планеты лежит в руинах, как и вся экономика. А люди тем временем пытаются хоть как-то прийти в себя и придумать, как вообще возвращаться к нормальной человеческой жизни после всего этого. Поэтому ультрадешевые и простые автомобили — это единственное, что люди могли себе позволить. Хотя надо сказать, что французы даже и этого себе позволить не могли, так как с 47 по 49 было продано всего лишь 37 тысяч автомобилей, что было далековато от желаемого результата. Но в стране была настолько херовая экономическая ситуация после войны, что даже велосипед казался настоящей роскошью. Но завод поработал над тем, чтобы еще сильнее упростить и удешевить и без того элементарную конструкцию. Уронили ценник еще на 20%, и так как экономика Франции к 50-м уже начала потихонечку шевелиться, продажи просто полетели. На конвейере 4 CV продержался до 61 года. То есть машина на конвейере простояла 14 лет, и за все это время было продано 1,1 миллиона экземпляров. И в этот момент 4 CV стал самым первым французским автомобилем, пробившим отметку в 1 миллион проданных экземпляров. А на смену Renault 4 CV в 61-м придет вот этот вот миловидный монстр, который
просто назывался Renault 4. Это был первый переднеприводный автомобиль Renault в истории, и при этом он был сделан по принципу, что автомобиль должен быть такой же, как джинсы. Он должен быть недорогой, удобный и универсальный. И должен идеально подходить как для города, так и для деревни. Как для будней, так и для праздников, как для мужчин, так и для женщин. И если вдруг в кузове автомобиля будет дырка, то всегда можно сказать, что так модно. И надо сказать, что джинсы получились на славу. Как минимум, налезли на очень большое количество задниц. А это уже отличное достижение. Для меня вот лично нет ничего хуже на свете, чем покупать джинсы. Вот если бы надо было выбирать, чем мне заниматься вечность в аду, гореть в котле или примерять джинсы, то я бы голосовал за Путина. Автомобиль стоял на конвейере с 61 по 1994 и производился в 28 странах, а продавался вообще в любом зажопье по всей планете, где только был хоть какой-нибудь намек на автомобильный рынок. И за 33 Иисусьих года на конвейере было произведено более 8 миллионов автомобилей. И Renault 4 — это самый популярный французский автомобиль и один из самых популярных автомобилей в принципе на планете. А параллельно с Renault 4 еще производился Renault 16. Это вот такой хэтчбэк, только побольше и посолидней, который стоял на конвейере с 65 по 80. И вот таких вот машин Renault продал еще 2 миллиона. А еще был Renault 5, которых продали 5,5 миллионов по всему миру. Это тоже хэтчбэк, но это немного по-другому. И, короче, вот какой бы автомобильчик Renault не делал там в период с 60-х по 80-е, у них в любом случае получался хэтчбэк, и это в любом случае разлеталось миллионными тиражами. Мне кажется, что если бы в то время какая-нибудь женщина забеременела бы на заводе Renault, то у нее тоже бы родился бы хэтчбэк. И продался бы по всему миру. Короче, тиражи были уверенные. И денег тоже было уверенное количество, как мы с вами можем догадаться. И вот какими бы милыми и неказистыми ни казались бы эти автомобильчики, Renault на них построил свою собственную империю. В 70-х Renault владел десятками заводов в разных частях планеты, а суммарно в компании работало более сотни тысяч человек по всему миру. И ведь Renault производил не только хэтчбеки, а еще коммерческие автомобили, автобусы там, и далее по списку. До Второй мировой они даже еще поезда с танками делали. На волне успеха и при наличии огромного количества ресурсов Renault начинает просто бросаться деньгами во все стороны и создает свои гоночные команды в ралли, в туринге, в Формуле 1, чтобы доминировать вообще во всех отраслях, которые так или иначе связаны с автомобилями. В каждой серии успехи были разные. Например, в Формуле 1 за 8 лет компания смогла приехать только один раз на второе место среди гоночных команд. Но денег туда сливалось огромное количество. Нахрена Renault? Массовому производителю хэтчбеков нужен был автоспорт, особенно Формула-1, это вопрос практически риторический, так как большинство компаний приходят в автоспорт просто для того, чтобы там очень задорого позвенеть своими яйцами, мол, глядите, как мы умеем. Но логика у Renault была. Компании нужен был очень качественный пиар своего бренда, что делать хэтчбеки задешево — это не единственное, что мы умеем, так как на самом деле мы сильная и высокотехнологичная автомобильная компания, которая может добиться успеха где угодно и победить кого угодно. Они хотели добиться уважительного отношения к бренду Renault, так как помимо автоспорта и прочей мишуры существовал самый амбициозный и самый главный проект, который требовал напряжения всех ресурсов компании. Этим проектом был выход на самый жирный автомобильный рынок мира, на рынок Америки. И мы с вами знаем, что маленький хэтчбэк — это вот вообще не то, что хотели бы покупать американцы. И если ты напрямую ассоциируешься с производителем маленьких и дешевых автомобилей, то вряд ли тебя будет ждать успех на американском рынке, так как в 60-е и 70-е на рынке Штатов доминировали длиннющие и широченные автомобили с V8 под капотом. А соваться туда, где есть что-то длинное и доминирующее, всегда больно и страшно, если вы понимаете, о чем я. Естественно, Renault пытался протолкнуть свои обычные автомобили на американском рынке, но по сравнению со всем остальным миром, продажи в США были настолько крошечные, что аж стыдно было. Особенно стыдно было на фоне Volkswagen Жук, который в Штатах продавался миллионными тиражами. А потом еще и Toyota с Honda приперлись со своими рисовозками. И вот тут нам надо вспомнить контекст происходящего в мире и контекст американского рынка 70-х. И если не помните, я напомню, не переживайте, я не просто так тут сижу. В 70-х случилось несколько волн нефтяного кризиса, а за ним и кризисов экономики. И все произошло из-за того, что страны ОПЕК, это те ребята, которые добывают нефть, отказались поставлять нефть в США и на Запад задешево, а также сказали, что мы тут власть и сами будем решать, сколько нефти и за какие деньги и кому мы будем продавать. Цены улетают в потолок, все в ахуе,
Каким образом обеспечивать энергетику стран? Непонятно. Как вырабатывать электричество? Непонятно. Где брать бензин? Тоже непонятно. Надо как-то экономить, а экономить, блядь, не получается. Короче, жопа. Для обычных граждан США это выглядело так, что на заправках теперь топливо было не везде. А если и было, то стоит в 3 коня. И с такими ценами реально было лучше на коне. А в Европе правительства ограничивали использование личного транспорта, меньше отапливали дома, просили всех ездить на велосипедах, а дома сидеть в свитере. 50 лет прошло, и ни хера не изменилось, развлечения остались все те же. Но когда у тебя бензин становится дорог, и не всегда есть в наличии, то здоровенный маслкар с расходом в 30 литров — это не то, что ты хочешь обнаружить у себя в гараже. Хотя, в гараже-то ладно, нехай стоит, но ездить на нем точно не захочешь. Так что всем было очевидно, что автомобильный рынок Штатов ждет глобальная перестройка и передел рынка. И что, собственно, и случилось. Большая тройка американских автопроизводителей — это Ford, GM и Chrysler — в конкуренцию умела не сильно. Поэтому быстренько перестроиться под новые реалии и предложить хоть какие-то актуальные автомобили с небольшим расходом топлива у них не получилось. За что они и поплатились долей рынка, которую у них быстренько и под шумок отжали ВАК с японцами. И заодно американцы поплатились Детройтом, который из промышленной столицы мира буквально за 10 лет превратился в самые опасные и криминализованные руины в стране. Так вот, Рено очень сильно хотел поучаствовать в этой движухе и откусить у большой тройки долю самого богатого и прибыльного рынка в мире. Но конкуренцию в мелких машинах они уже просрали Volkswagen. Плюс сам бренд Renault никому в Штатах вообще не уперся. И вроде бы ситуация патовая. Ты и так, и сяк, а бургермены все равно идут и покупают конкурентов. И если американцу нужен был нормальный автомобиль, то он шел к большой тройке. Если ему нужен был экономичный и надежный автомобиль, то он шел к Volkswagen и японцам. Но Renault настолько хотели на рынок Америки, что такие типа: а у них же вот есть большая тройка, да, хорошо, допустим, но это же не все компании в стране. Их же там не 3 штуки, верно? Верно. 4-я компания есть там какая-нибудь? Есть. Только, может, купим? Сколько денег надо? Много? Ну вот у нас как раз ровно столько есть. Ни больше, ни меньше, ровно много денег. Какую бумажку подписать? И вот таким макаром началось слияние Renault с American Motor Company. Они же AMC. Давай этот кусок подрежем, а вот этот, наоборот, подтянем. Или, может, вообще уберем. Или нет. Короче, я не знаю, как вы, а мне точно нужен кофе. И тебе, кстати, тоже. Сейчас какая там минута тайминга? 43-я примерно. А у тебя еще 2 часа. И вообще, с кофе у нас тут все просто. Мы его пьем. Много. Естественно, у всех вкусы разные. Кто-то пьет на растительном, кто-то пьет на обычном. Но главный критерий, чтобы было вкусно. А для того, чтобы было вкусно, нужны свежие зерна. А свежие зерна есть где? Правильно, у Tasty Coffee. С Tasty Coffee мы познакомились в этом году, когда делали первую интеграцию. И до этого мы про них слышали, но по-честному продолжали в офисе использовать капсульный кофе. До того момента, пока к нам не приехала целая коробка с различным добром. И вот там понеслось. Вообще Tasty делает кофе в различных форматах. У них есть зерна, молотые, дрип-пакеты. Дрип-пакеты — это такие пакетики, ты их зацепляешь за кружку, проливаешь кипятком, оп, и все готово. Это не дословная инструкция, но смысл ты понял. Главное, что мы у себя предпочитаем зерна, потому что нам важно, чтобы помол был прям свежий. Пока кофе заваривается, давай накину пару технических моментов по ТЗ. На сайте у Tasty более 50 сортов кофе. У нас сегодня тут Кения, но в запасе также лежит Эфиопия, Бразилия и так далее. На сайте у ребят еще есть чаи, аксессуары, статьи про кофе и много других полезных штук. Но это не главное. Главное, как ребята работают. А работают они без выходных. Да, прям как мы. И обжаривают кофе ровно в день заказа. Да, Tasty не жарит кофе заранее и не хранит его в пачках по месяцу. Если вы сделали заказ в среду, то в эту же среду зерна обжарят, упакуют и передадут в доставку. И посылка поедет к вам, в каком регионе России вы бы не находились. Такие дела. И еще такой момент. 95% заказов отправляются бесплатно. При этом, если вам что-то не понравится, вам либо отправят другой заказ, либо вернут деньги. Ну, вам понравится. Так что давай, откладывай там свое растворимое, переходи по ссылке в описании, чтобы выбирать правильный кофе. И, кстати, не забудь использовать промокод Renault, чтобы получить скидку.
И он бессрочный. Если там у тебя даже 23-й год, он все равно будет работать. И мы тоже будем работать. Что у нас там? 3 глава? Погнали. Как бы вам так в 3 словах объяснить, что из себя представляет AMC? Вот представьте, есть, например, настоящие нормальные немецкие автомобили. Там по типу Porsche, BMW, Mercedes, Volkswagen. А есть Opel. И вот представьте, что у вас в Германии не один Opel, а сразу 10. Притом каждый из этих 10 Opel'ей ужасен по-своему. Кто-то из них профильно специализируется на самых херовых моторах. Какой-то из этих Opel'ей мастерски делает самые кривоногие подвески. А у кого-то сидит целый отдел слепых дизайнеров с трясущимися от артрита руками и рисуют то, что рисуют. И вот таких вот компаний 10 штук. Такой вот настоящий автомобильный мордор с орками на векторах. Все как полагается, только вот не мордор, а мордопель. Вот этим примерно и был AMC. AMC расшифровывается как American Motor Company, и фактически эта компания была сборной солянкой из тех ребят, у кого поодиночке существовать не получалось. Вот точно так же, как современные автомобильные альянсы, только через жопу. Изначально существовала компания Nash, которая продавала средненькие автомобили для среднего класса. И объем продаж у них тоже был средненький. И все это ровно посередине между Первой и Второй мировыми войнами. Любили ребята быть посередине в общем. Правда, к началу Второй мировой войны парням стало очевидно, что такая средненькая стратегия приводит компанию только к положению ровно посередине между булок. Идеально в задницу. Как только пришло осознание всего великолепия, парни ничего лучше не придумали, чем купить контрольную долю в производителе бытовой техники Кельвинатор. Как Терминатор, только кухонная версия, так как Кельвинатор в основном производил холодильники. А это, на секундочку, предмет роскоши. Наконец, первой половины 20 века. Ну а чё, логика шикарная, я считаю. Холодильник железный. Железный. На пол положил, колес прикрутил, дверь поудобнее сделал, и все, хрен отличишь от типичного американского автомобиля. И вы там не ржите, и не хихикайте. Мол, американцы тупые какие. Холодильник ЗИЛ у бабушки видели? Видели. Машину ЗИЛ видели? Видели. Отличаются друг от друга? Правильно, не сильно. Разница между ними только в том, что в случае с холодильником холодно только руке, когда ты ее, собственно, туда засовываешь. А при виде автомобиля ЗИЛ дрожь пробирает до костей. Понятно, что я прикалываюсь. Nash были все-таки заметной автомобильной компанией, а Кельвинатор реально были очень крутыми производителями кухонной техники. Изначально, еще до Второй мировой войны, их сотрудничество заключалось в том, что Кельвинатор придумали прообраз современного климат-контроля для автомобилей. А при помощи общих бюджетов они начали выпускать автомобили с такими установками внутри. И это было прям прорывной технологией. А потом, уже в районе 60-х, кто-то из инженерного отдела Nash придумал, как можно сделать кровать внутри автомобиля. Задний диван раскладывался практически в ровную кровать, и при этом у вас открывался доступ в багажник, чтобы туда можно было еще и ноги вытянуть. И вот в автомобиле с такой компоновкой салона регулируемая климатика, способная охлаждать воздух, была очень важная функция, если вы понимаете, о чем я. Короче, вот такие вот ребята. И в одну компанию они слились аж в 1937 году. И назвались Nash Кельвинатор. Вот так вот, да. Параллельно с этим в Детройте существовала компания Hudson. Появилась еще до Первой мировой в 1909 году и до конца Второй мировой, до 1945-го. Ничем особо не отличались. Все в Детройте производили автомобили. Вот и Hudson тоже производил. И так замечательно он это делал, что ж, рассказать особо нечего. Для Хадсона все поменялось в 1946 году, когда в стране стремительно начал развиваться NASCAR и Drag Race. Обычную конкуренцию с большой тройкой Hudson вывести не мог, поэтому они решили стать символом американского автоспорта и начали участвовать абсолютно во всех соревнованиях, в которые только могли попасть. Гоночному сообществу они очень быстро понравились. Банально хотя бы из-за того, что они с радостью давали автомобили и постоянно вливали деньги в автоспорт. И Hudson стали прям популярным среди всего гоночного сообщества. Но в общем гоночном угаре ребята как-то подзабыли, что автоспорт — это дорого. И в него надо лезть только тогда, когда ты прям вот очень уверенно стоишь на ногах. Иначе можно себе что-нибудь порвать. Финбаланс как минимум. А за это потом тебе инвесторы порвут же. И вот когда у Хадсона по швам трещало все, что имело швы, кто-то из проезжающего мимо холодильника крикнул: «Пацаны, го бизнес делать!» «А что, свежо?» — подумал руководство Hudson.
и слились с Nash Кальвинатором. Благо, у парней хватило мозгов назваться не как-нибудь в духе типа Nash Hudson Кальвинатор или там Национатор какой-нибудь, а вся эта братья тупо переименовалась в AMC. Потом они еще благополучно подобрали валяющийся на обочине Kaiser Jeep. Это та компания, которая производила военные Willys Overland. Забрали к себе еще какие-то куски от трупа Packard, который обанкротился еще в 50-х, и парочку уж совсем мелких производителей. И вот вся эта шайка-лейка вместе представляла собой четвертую автомобильную компанию США после Большой Тройки. Побитые, помятые, каждый по отдельности неконкурентоспособные, но сильные тем, что вместе. Такое вот положение дел было у компании. Рено, конечно, хотел бы всех посмотреть, но смотреть больше было не на кого. Поэтому пришлось покупать вот этих персонажей. Это я все к чему вообще рассказываю. К 1978 году, году подписания хоть каких-либо договоренностей между компаниями, Renault и AMC подходят совершенно в разных положениях. У Renault к концу 70-х дела идут неплохо. У них есть большие тиражи, у них есть деньги, которые они готовы инвестировать в проекты будущего и в автоспорт, а AMC на сделку приползает на коленях, жопой вперед. Энергетический кризис подкосил все автомобильные компании штатов, но в первую очередь, сильнее всего, он бил по всем вот маленьким компаниям и по AMC в частности. Большая тройка напрямую поддерживалась государством, и если они начинали шататься, то в них просто кидали деньги и держали на плаву. А в AMC никто ничего не вливал. Единственное, что им предлагали в виде помощи, это там отсрочки по кредитам. Все на этом. Но для того, чтобы платить по кредитам, тебе надо вот хоть что-то продавать. А вот тут было туго. Начиная с 76-го компания работает в убыток. В год парни теряли от 50 до 70 миллионов долларов. Плюс конец 70-х — это расцвет экологического движения, ввод первых норм и ограничений на выхлоп. И когда у тебя компания идет на дно прям целиком, последнее, о чем ты хочешь думать, это разработка новых типов топливных систем и моторов, чтобы зайчикам было там приятнее по газончикам скакать. Поэтому AMC просто забили болт на все ограничения и выпускали автомобили без каких-либо изменений. За что и поплатились. В 1978-м агентство по охране окружающей среды потребовало изъять все автомобили AMC, выпущенные в 1976 году, а это там типа 310 тысяч автомобилей, и доработать их напильником, чтобы выхлоп подходил к новым экологическим стандартам. А напильником пришлось дорабатывать потому, что у AMC ничего другого не было. На переоборудование нужно было примерно 3 миллиона долларов. На современные деньги это там что-то около 15 миллионов долларов. Вроде бы по меркам больших компаний сумма небольшая, но это все равно больше квартальной чистой прибыли AMC в то же время. В итоге, к 1978 году доля рынка AMC меньше 2% от общего количества продаваемых автомобилей в стране. Плюс на компании висят долги, плюс она работает в убыток, и акционеры не видели дивидендов уже 4 года. Спрашивается, нахера сие великолепие потребовалось Рено? И на тот момент казалось, что выкинуть деньги в окно — это более разумная трата денег, нежели инвестировать их вот в такую компанию. Но кое-что святое внутри AMC все-таки было. Это был джип, на котором, по сути, вся компания и держалась. Джип был единственным прибыльным брендом AMC. И именно его хотела Рено в первую очередь, собственно, и купить. Но просто выкупить джип у AMC было невозможно, так как все остальное просто моментально рухнуло бы. Поэтому договариваться приходилось со всей этой толпой орков. А вот теперь смотрите, вы Рено, и вам нужен рынок сбыта штатов, на который просто так не попасть. Для того, чтобы попасть на рынок и быть хоть как-то конкурентным по цене, нужно производить автомобили внутри страны, если вы хотите сидеть в низком или среднем ценовом сегменте. О премиуме Рено даже и не мечтал. И вот строить свой завод — это очень дорого. Ну прям супер пиздец нахуй, блять, как дорого. Примерно так же, как взять целый подъезд в ипотеку в марте 2022 года. Притом, даже если ты его построишь, нет никаких гарантий, что продукция будет пользоваться спросом, так как твой бренд в стране не знают. Ты видишь, что существует довольно большая компания, которая ползает по полу в предсмертных конвульсиях, но внутри этой компании есть бренд, который вселяет надежду. Притом, у этого бренда, у джипа, уже есть свой завод, и он уже пользуется спросом у жителей этой страны, и этот бренд уже типа там с историей, его все знают, уважают, все классно. И вот что с этим делать? Отдельно выкупить джип нельзя, не дают, а вся компания целиком с их херовой горой брендов тебе просто не уперлась. Но так как отдельно джип не купить, тебе надо все-таки спасать всю компанию целиком. Потому что если все-таки AMC подохнет, то он за собой в могилу утащит и джип. При этом медлить с решением нельзя. Так как всегда, когда кто-то большой начинает кряхтеть и загибаться,
Вокруг этого трупа тут же собирается куча стервятников, которые хотят расхватать себе там активы, производственные мощности и отжать какую-никакую долю рынка. Поэтому вот что сделали Рено. Они решили просто дать денег компании на покрытие операционных долгов, чтобы удержать ее на плаву, а это где-то там типа 150 миллионов долларов, плюс 50 еще кредитной линии. На современные деньги это много денег прям. И также они им еще дали лицензию на производство Рено 5. И вот по расчетам Рено, при грамотном распоряжении деньгами, этих средств должно было хватить на то, чтобы закрыть все дырки в финбалансе EMC, и плюс еще можно было обеспечить прибыль с производства и продажи Рено 5. И по итогу EMC будет прочнее стоять на ногах. А сам Рено вместе с джипом займется разработкой новой модели и нового мотора для нее, которая как раз таки и даст французам желаемую долю рынка на американском рынке. Долю рынка на американском рынке. Живите с такими формулировками, господи. Взамен своих денег Рено получал 22,5% акций EMC, что не давало им полного контроля над компанией, но давало хорошую часть будущей прибыли, если такая бы образовалась. То есть Рено покупал практически четверть компании, при этом все-таки оставался вне операционного управления, так как это жуткий геморрой. Но при этом все-таки получал возможность сделать с джипом какую-нибудь совместную модель, чтобы разделить затраты на разработку, выпустить модель на рынок и потом уже пожинать плоды успешных продаж. А как только EMC целиком встанет на ноги, Рено будет еще и четверть прибыли всего концерна забирать себе. Профит. Профит. Но во всей этой схеме был маленький просчет. Сейчас на пальцах объясню. Вот у вас по-любому среди общего вашего количества знакомых есть такой персонаж, который феерически умеет проебывать все свои деньги, залезать в долги, а потом с очень удивленными глазами смотреть на всю эту ситуацию. Этот персонаж живет только от зарплаты до зарплаты, и это только в том шикарном случае, когда у него есть работа. При этом даже если у него есть работа, он все равно каким-то хером умудряется у всех занимать по паре-тройке косарей до получки, которые, конечно же, он потом обязательно вернет. Спойлер, нет, не вернет. Считайте эти деньги безвозвратные инвестиции в Сашку. А еще у этого чувака херова гора очень выгодных кредитов и рассрочек под 30% годовых на жизненно необходимые вещи по типу последнего айфона, макбука, без которых вот типа вообще не работается, и каких-нибудь супер редких лимитированных кроссовок. А то что я как лох ходить буду, ну и так далее. И вот что произойдет, если на такого чувака внезапно свалится какой-то благотворитель, который такой: братан, ты красавчик, я в тебя верю, держи бабло на закрытие всех твоих долгов и вот еще немного на первое время. Давай, берись за голову, хватай меня за ручку и побежали в новую жизнь, где нас с тобой ждет успех. Конечно же, такой благотворитель – это мечта любого подобного кренделя. Но мы все же прекрасно понимаем, где этот крендель окажется через год с таким подходом. Правильно, он окажется в еще большей финансовой жопе, так как его изначальные действия, которые он совершает по ходу жизни, именно туда его и ведут. Не знаю, на что рассчитывал Рено, поступая рубль в рубль, как вот этот вот мифический благотворитель, но они сделали ровно то, что я описал выше. Только не с вашим знакомым кренделем, а с большой корпорацией. Они просто дали им денег, думая, что если закрыть финансовую дыру, то ребята справятся, и точно у них все будет хорошо. Но EMC оказался в заднице не потому, что финансовая система несправедливая, или просто вот так сложились обстоятельства, а потому что они производили говно на говёных, неэффективных и устаревших заводах. И их продукция не пользовалась спросом не потому, что люди не разбирались в великолепных автомобилях и просто не могли его распробовать, а они просто были неконкурентоспособны. Все. Никакой магии и теории заговора. Вы просто делаете говно из говна на говне и получаете то, что получаете. Все. Никто не работал над эффективностью. Никто не разрабатывал новые технологии. Никто не перенимал опыт других стран. А парни просто стояли с протянутой рукой и жалким видом, чтобы пришел какой-то святой человек и спас их. Ведь они так старались. И вот таким святым человеком и оказался Рено. Первый же год, 79-й, когда договоренности с Рено вступили в силу и прошли выплаты инвестиций, само собой, EMC такой гордо отчитывался о том, что вот теперь у нас стало все намного лучше. Вот наша рекордная прибыль за 79-й год – 84 миллиона долларов. О, вы посмотрите, какие мы молодцы. Но уже на следующий год, 80-й, оборотного капитала для разработок что-то как-то снова не хватает. Банки почему-то отказывают в продлении кредитных линий, а доля рынка почему-то стремительно продолжает падать.
Продажи за 80-й год упали еще на 19%. И AMC снова пришли к Renault такие, ну, нам бы вот еще $90 миллионов, тут пару дырочек маленьких просто заткнуть, и все будет потом как полетит. Благо, на этот раз Renault не купились на подобные песни, так как было, понятно, что проблема не только в деньгах. И для того, чтобы это все имело хоть какой-то смысл, компанию нужно было полностью переделывать. Нужно переделывать все логистические цепочки, отказываться от поставщиков запчастей, которые срывают сроки или поставляют брак. Нужно переделывать все конвейеры, делать более эффективные процессы, увольнять всех ленивых и заплывших жиром сотрудников и нанимать новых. Нужно закупать современное оборудование, переделывать систему продаж и бла-бла-бла-бла-бла. Как известно, переделывать иногда бывает сложнее, чем строить с нуля. И EMC был именно таким случаем, потому что, как ни крути, компания все-таки не маленькая. И внутри этой компании сборная солянка из кучи брендов, каждый из которых управляется по-своему, организован как-то по-своему, и во всем этом надо разбираться, там наводить шухер, структурировать, придумывать план действий, закатывать рукава и переделывать. В целом, я понимаю, почему Renault не хотел лезть в операционку при первом раунде инвестиций, так как это реально сложный процесс. Но одновременно с этим, на что они рассчитывали, просто дав денег, я не знаю. Еще на берегу было понятно, что это работать просто не будет. А не надо забывать, что Renault это тоже не гаражная лавочка, и у них своего операционного геморроя хватало. А тут тебе еще и стороннюю компанию между делом нужно полностью перестроить. Но деваться некуда. Надо вывозить, раз уж вписались. Да и желание захватить американский рынок никуда не исчезало. Поэтому в 80-м все-таки подписывается новое соглашение Renault и AMC, по которому французы все-таки вливают еще дополнительно $90 миллионов в компанию, а по современному курсу это примерно $300 миллионов и один трактор. Но за это Renault уже получает 59% акций AMC и фактически становится владельцами компании. А в декабре все того же 80-го на финальном сборе акционеров AMC все важные дядьки одобряют решение полностью передать контроль над компанией в руки Renault. Мол, сгорел сарай, гори и хата. Терять нам все равно нечего, а вдруг у французов получится сделать что-нибудь достойное. Что-что, а хэтчбэк-то точно получится. И на этой точке можно подумать, что все будет нормально. Да, Renault придется попотеть, да, ему нужно будет убить десятки тысяч человека-часов умных людей, чтобы поставить AMC на ноги. Но Renault большие, успешные и понимают, как нужно вести бизнес, поэтому покряхтят, попердят, да и справятся. Тем более, что запас прочности у компании большой, денег много, машины продаются, и все будет чики-поки. Но проблема заключается в том, что несмотря на успех и большой объем продаж, в Renault все было не так уж спокойно и радужно. И внутри компании были проблемы. Довольно серьезные, надо сказать. Впрочем, в самой Франции тоже все было не так уж радужно, спокойно и весело. Надо сказать, что французы народ довольно интересный и своеобразный. У американцев, например, национальные забавы — это американский футбол, индейка на День Благодарения и воскресный поход в церковь. У нас жарить шашлыки на майские праздники, произведя ритуальное сожжение чучел за пару месяцев до этого, и кухонные разговоры о глобальном устройстве мира. А у французов национальная забава — это с утра выпить кофе с круассаном, а вечером пойти громить свой город. Разбивать витрины, перевернуть пару автомобилей и по пути, между делом, свергнуть правительство. Такого количества регулярных уличных демонстраций и раскуроченных магазинчиков в центре города нет нигде, если мы возьмем цивилизованные страны. Вот как ребята разогнались с времен французской революции, так до сих пор остановиться и не могут. И абсолютно пофиг, по поводу чего протестовать. Самое главное — это удовольствие в процессе. И чтобы машины красиво горели. Да. Кроме шуток. Если просто погуглить фотографии регулярных погромов в Париже, то это всегда очень захватывающее зрелище. Жить бы я в таком городе не захотел, но картинки в интернете смотреть одно удовольствие. И само собой в 60-х, 70-х, 80-х ситуация ничем не отличалась. Для нашей текущей истории вот что нам важно понимать в этих народных гуляниях с коктейлем Молотова. Конец 60-х — это очень знаковое время для Франции, так как в 1968 году по всей стране развернулись протесты невиданного масштаба. Даже по меркам французов они были прям вау, прям ля охуеть. А в истории есть даже отдельное название для этих событий — Красный май. На первый взгляд это были просто здоровенные протесты.
которым вроде бы французам не привыкать. Но на самом деле это был полномасштабный социальный кризис, который по итогу выльется в смену власти. Если рассказывать, что там конкретно происходило и почему это все вообще ебануло, то у нас получится еще одна отдельная документалка на пару-тройку часов внутри вот текущей документалки. Получается, что мы тебе вставим документалку в документалку, чтобы ты мог смотреть документалку, пока смотришь документалку. Все верно вроде бы, да. Поэтому достаем пальцы и просто по верхам пробежимся по ключевым для нас моментам. Ничего важного не упустим, не ссать. Я профессионал. После Второй мировой во Франции было довольно странное правительство. Во время войны Франция была разделена на две части. Одна часть страны была оккупирована фашистами, и там был так называемый режим Виши, а другая, вроде бы как, оставалась обычной Францией. И после освобождения страны вот это все нужно было собирать по новой в единую страну. Этот период называется Четвертой Республикой, которая вот как раз существовала после войны, и в это время у руля страны встали коммунисты и социалисты. Хотя фактически это была куча непонятных людей-проходимцев, которая не особо понимала, что нужно делать со страной. А одновременно с этим существовал Шарль де Голль, который был героем войны, символом освобождения нации, и он был в оппозиции. Он считал, что коммунизм — это не вариант, и стране нужен прям четкий лидер, который поведет страну за собой. Но общими усилиями его очень аккуратно отодвинули от власти и политической жизни, поэтому он спокойно сидел у себя в деревне и писал мемуары. Какое-то время он там составлял какую-никакую оппозицию, у него там была своя партия, бла-бла-бла, но когда стало понятно, что ему ничего не светит, он просто забил болт и уехал жить в деревню. За плюс-минус 14 лет, сколько социалисты и коммунисты были у власти, они развязали кровопролитную войну в Алжире, которая высасывала ресурсы из страны и понижала ее авторитет в глазах всего мира. Национализировали половину предприятий, но все равно просрали всю экономику. И жизнь обычного человека никоим образом не улучшили. И к 60-м страна приходила в жестком политическом кризисе. В то время как бы и так поводов хватало для того, чтобы любая страна себя херово чувствовала по всем фронтам. Но вот слабое правительство вообще никак не помогало. Во власти все было настолько плохо и настолько никто ни с кем не мог договориться, что правительство тупо не могло даже сформировать совет министров. И в этот момент просыпается де Голль из своей спячки, снова наводит суету в публичном поле, собирает свою партию и начинает активную пропаганду. И так как все еще свежа память о военном герое и всем уже просто вот настопиздило правительство, у которого ничего вот кроме лозунгов не получается, Шарль получает поддержку, и у него получается взять власть в свои руки. Социалисты, само собой, там какое-то время посопротивлялись, но у них ни хера не получилось, и сначала де Голль становится премьер-министром в 1958 году, а в 1959 году становится президентом Франции. У власти де Голль просидит плюс-минус 10 лет, и за которые он переделает половину госаппарата, перепишет конституцию, закончит войну с Алжиром, по итогам которой Алжир все-таки станет независимым государством. А на момент начала войны Алжир считался территорией Франции, если что. И вообще главная задача, которую перед собой ставил новый президент, это экономическое и социальное преобразование страны. На русский это переводится, типа, чтоб люди жили получше, чтобы у них там работа была, достойная зарплата, бла-бла-бла. Вторая главная задача — нужно было вернуть независимость политики и обороны. А это означало отвязаться от влияния США и Великобритании. Штаты и Британия пострадали от Второй мировой войны намного меньше, чем Франция, и поэтому постоянно пытались ей манипулировать, так как Франция была слабой и не могла нормально защититься. И третье — вернуть Франции ее ореол и влияние в мире. Фактически, почти всех своих целей Шарль де Голль добился. Лучше всего это демонстрирует экономический рост, который был у страны при правлении де Голля. Если коротко, то при де Голле Франция становится второй европейской страной в мире по темпам роста экономики после Германии. И средние темпы роста ВВП были на уровне 5,5% в год, а это очень много. А за 14 лет, с 54 по 67 год включительно, экономика удвоилась. И уровень жизни у среднестатистического человека был одним из самых лучших в мире. И это буквально за 10 лет. Реально то, что происходило с экономикой Франции в 50-х и 60-х, можно сравнивать только с немецкими и японскими экономическими чудесами. Но при этом обратной стороной медали у де Голля были жесткие методы управления, тотальная цензура и контроль за всеми СМИ и куча различных ограничений. А когда твои граждане — это французы, и плюс в стране существует сильная оппозиция, тебе нельзя расслабляться. Даже если дела у страны идут хорошо. А уж тем более пытаться там зацензурировать все в слюне. И вот у нас ситуация. Вроде бы все в порядке. Не докопаешься. Уровень жизни хороший, есть рост экономики, там туда-сюда и все такое. Но при этом общество живет в напряжении. Все-таки цензура бесит, постоянно тут и там происходят какие-то мелкие стычки с полицейскими. И плюс уже после Второй мировой войны начало подрастать новое, молодое и очень многочисленное поколение.
Как мы с вами знаем, после войны был бум рождаемости по всему миру абсолютно, и Франция тут не исключение. И к 1968 году у тебя в стране очень много молодых студентов, которые живут идеями всеобщего равенства, мира, печенек, жвачек, кока-колы, вот этого всего. И все они мечтают об идеальном обществе равенства, любви и мира. Молодые и наивные, все как полагается. Деголь им кажется уже старым пердуном и неактуальным диктатором, который сидит у власти уже очень долго и нифига не отсекает в происходящем, а своей цензурой еще и душит наше святое право жить в полной свободе. Плюс, несмотря на хорошие темпы развития экономики, внутри страны в середине 60-х начала расти безработица. А происходило это из-за того, что экономика Франции росла не только из-за своего производства, а еще из-за колоний, которые работали на Францию. Тут вот что важно. Франция — это колониальная держава, а это значит, что у нее была своя отдельная кучка стран, над которыми был установлен полный контроль, и фактически они тупо работали на Францию. В 18 и в 19 веке самыми яркими колониальными державами были Франция, Великобритания, Испания, Португалия и так далее. Ребята плавали военным флотом по всему миру, завоевывали всяких аборигенов и устанавливали там свои порядки. Плюс в ту же калитку рабство, торговля людьми, захват всех ресурсов, подчинение торговле и всякое такое. Ты прокатился по всему миру, приставил всем ружье к виску, заставил их работать на тебя, а потом сидишь у себя в столице, попиваешь кофеек и рассуждаешь о демократических ценностях. Такая вот система. Но Вторая мировая показала миру, что модель угнетания целых народов до добра не доведет, поэтому надо было что-то менять. И в 1960-м была подписана декларация о предоставлении независимости колониальным странам. Куча людей со сложным выражением лица собрались в ООН, очень озабоченно обсудили, что колонизация — это плохо, что так нельзя, это эксплуатация, бла-бла-бла, и подписали документ. А на самом деле его продавливали США и СССР, чтобы ослабить Британскую империю, так как она уж что-то как-то слишком сильно развыделывалась. Ну и Францию тоже зацепила, так как Франция — это тоже колониальная держава. Смысл бумажки был в том, что вот в 60-й год надо раздать всем независимость, а если опоздаете, то ай-яй-яй и санкциями по медлительной жопке. И хоть этот закон и приняли, и пораздавали всем независимостей, значительная часть колоний продолжала работать на Францию и пофиг всем на бумажке. Потому что фактически во всех колониальных странах осталось дохренища бизнесов и компаний, которые зарабатывали деньги для Франции. По бумажкам это вот вообще не твое ни разу. Но всем все было понятно, чье это и что оно тут делает. Поэтому у тебя может расти общая экономика и падать занятость внутри страны. Это я вот к чему пояснял. Так бывает, если ты колониальная держава. И помимо студентов, которые при любом режиме и в любые времена всегда против существующей власти, существующего порядка и правил, начали напрягаться еще и рабочие, так как на заводах начали проходить сокращения, а новых рабочих мест что-то как-то сильно не наблюдалось. А как мы с вами знаем, в такие времена сжатого очка у народа достаточно просто какой-нибудь незначительной искорки, чтобы все полыхнуло. И вот Красный май не стал исключением. Началось все с каких-то мелких демонстраций в паре университетов. Просто там кучки студентов вышли размять горло и поорать что-нибудь на улице. Потом это дело подхватили соседние университеты, а за пару дней к студентам тут же подтянулись все политические активисты и сторонники тех или иных идей. Коммунисты, социалисты, анархисты, маоисты и прочая нечисть. Рабочие вместе с профсоюзами, видя, что происходит какой-то интересный движ, а они не участвуют, они такие «It's time!» и погнали угорать со студентами чисто за компанию. В итоге за пару дней на улице оказались абсолютно вся молодежь и все рабочие страны. И реально, по итогу на улице была вся страна. Но была проблемка. Когда ты выходишь на демонстрацию, то обычно ты идешь за каким-нибудь лидером, и у вас есть какие-то требования, помимо типа бессмысленных лозунгов. Людям на улице могут говорить что угодно, это вот вообще не важно и никогда не имело никакого смысла. Но под ковром у каждого протеста всегда есть какая-то конкретная цель и задача, чтобы какие-то конкретные дядьки обкашляли в кулуарах и пожали друг другу то, что они там любят друг другу пожимать. Кто бы вам что ни рассказывал, смысл любых демонстраций всегда именно в этом. А тут никаких целей не было. И договариваться было не с кем. Народ просто вывалил на улицу, так как, а чё бы нет? Тут какой-то движ, а я что, крайний, что ли, дома мне сидеть? Нет, так не пойдет. И Красный май — это идеальный пример для всех мамочек и училок, которые нам с детства такие: вот все будут с крыш прыгать, а ты что, прыгнешь? Да, прыгнет. И вы бы тоже прыгнули, потому что так делают люди. Да, усвойте это уже наконец и отъебитесь от людей с этим вопросом. Толпа была максимально разношерстной. С одной стороны, кто-то топил за мир во всем мире, так как идет холодная война, идет война во Вьетнаме, а еще войны где-то идут там хер знает где, и это точно очень-очень плохо. А рядом кто-то наоборот топил за то, что Франция собралась в кулак и ебанула по всем врагам и создала новый мировой порядок и новую империю. Притом,
Это было довольно забавное зрелище. Часть радикалов у тебя просит создать новую империю, чтобы было побольше колоний, больше влияния и больше силы. А другие радикалы орут, чтобы ты срочно вывел все войска отовсюду, раздал всем независимость и отпустил контроль в своих же собственных территориях. И если заявление о том, что нужно усилить страну, взять больше ресурсов и всякого такого я понять могу, то заявление людей, которые хотят, чтобы их страна стала слабее и чтобы у нее было меньше власти и контроля, я что-то как-то не сильно понимаю. Кто-то орет вся власть народу, кто-то недалеко орет нахуй власть как таковую. И вот картинка была очень веселой. В одном месте стоят коммунисты и махают красными флагами, а в соседнем месте стоят анархисты, и лучше вам не знать, чем там они махали. А в сторонке стоят студенты, которые уже заебались чем-либо махать, они просто хотят курнуть и пойти к себе в общежитие к подружкам, потому что революция революцией, а ужин с варениками по расписанию. На параллельной улице сидят рабочие и стучат касками по асфальту просто потому, что у них есть каски, и они умеют ими стучать. И все, полный пиздец. Столкновения с полицией, баррикады, демонстрации, и все это вместе ради хер пойми чего. Договариваться не с кем. Конкретного лидера или хоть какого-то внятного большинства нет, все просто угорают. Студенты даже лозунги придумывали чисто ради кекиса. Самый популярный был «Запрещать запрещено». Это прям вот самый главный слоган этой тусовки, и он очень прочно ассоциируется с Красным маем. Но еще, например, среди прочего, был лозунг «Тяжело подчиняться начальникам, но еще глупее их выбирать». Это тоже популярный, надо сказать. И ты такой пытаешься в него вдуматься и ни хера не понимаешь. Тяжело подчиняться начальникам, но еще глупее их выбирать. То есть вы не хотите выбирать начальство, хотите, чтобы оно пришло и взяло вас, но при этом подчиняться ему тяжело. Да ебано, блядь, где смысл-то? И почему вначале у вас тяжело, а потом, ну еще глупее? Вас что, русскому языку не учили? Еще из известных лозунгов: пролетарии всех стран, развлекайтесь. И мой любимый: мы не хотим жить в мире, где за уверенность в том, что не помрешь с голоду, платят риском, помереть от скуки. Попробуйте вдуматься. Кайфанете, обещаю. Еще раз. Мы не хотим жить в мире, где за уверенность в том, что не помрешь с голоду, платят риском, помереть со скуки. Весело, охуеть просто. Мы сытые и довольные, нам просто скучно, поэтому давайте полстраны раздолбаем. Такая вот демонстрация. Понятно, что я немного утрирую. Понятно, что в стране были проблемы, как и в любой другой стране. Не бывает идеальных стран, режимов и всякого такого. В стране были и уволенные рабочие, были трущобы с бедными, где жизнь была вообще не сахар. Были политические и судебные дела, но глобально, в общем и целом, со страной было все в порядке. Она росла и развивалась. А какие-то показатели, которые иногда используют аналитики, чтобы объяснить причины Красного мая, были такие же, как и в других странах. Ни больше, ни меньше. Даже безработица была на уровне всех остальных европейских стран, а в некоторых она еще была и выше французских. Фактически, общество просто психануло, что как-то вот оно вот неправильно страна развивается. Давайте как-нибудь по-другому. Как? Мы-то откуда знаем? Вы же там политики, вы там давайте как-нибудь по-другому. Итог всей этой движухи. Революции не случилось, протесты все-таки удалось погасить, но де Голль свою власть потерял. На его место, правда, пришел Жорж Помпиду, который был прям вот последовательным сторонником политики де Голля, плюс его хорошим корешем. Поэтому можно сказать, что типа свержение строя не случилось. Спрашивается: крашеный, ёпта, а нахера нам эта информация тут вообще нужна? Мы же тут вроде как про убийство говорим. Понимаю ваш вопрос. Вы бы знали, сколько раз я себе этот вопрос задавал, пока вот в этом всем, копался. Нам оно вот зачем. Так как фактически протест провалился, не все остались довольными такими результатами. 99% студентов и рабочих побунтовали, выплеснули эмоции и спокойно себе пошли по делам. Притом забавно, что все тогда так или иначе протестовали против буржуазии, которая захватила власть, эксплуатирует рабочих, диктует всем свои правила там и так далее. А сейчас, в современном мире, большая часть этой буржуазии — это как раз те ребята, которые орали на улицах в 68-м. Половина правительства Франции и половина всего менеджмента в стране — это парни 68-го сейчас. Угу. Это нормальное положение дел, так всегда бывает. Даже Черчилль говорил, что у того, кто в молодости не был либералом, нет сердца, а у того, кто в зрелости не стал консерватором, нет мозгов. Но мозги со временем появились не у всех, и как я уже сказал, что не все были довольны результатами протестов, вот в начале 70-х из маленьких кучек таких вот недовольных стали формироваться радикальные группировки, которые в ближайшем будущем станут террористами. И Axios Direct, которые убили Жоржа Беса, тоже сформировались из таких вот недовольных идеалистов. Вот нахера нам это. Главный человек в организации — Жан-Марк Руян. На момент 68-го ему 16 лет. И, само собой,
он тоже был на улицах. Помимо этого, его отец был фанатичным революционером, и у него дома постоянно проводились собрания каких-то мутных персонажей, которые всю дорогу обсуждали революцию, свержение режима и насколько все прогнило. Само собой, такая подпольная романтика увлекла Мелкого, и после мая 68-го он уже твердо решил, что посвятит этому всю свою жизнь. Помимо Франции, в то время вот такого протестно-революционно-радикального движа хватало во всех странах. В Германии, в Италии, в Испании тоже существовали подпольные организации. И Руян постоянно путешествовал, знакомился с различными радикалами и террористами, а также участвовал в различных акциях, типа других организаций. Он даже в тюрьме успел посидеть, когда его поймала полиция за незаконную перевозку оружия. Вторым важным человеком в Action Direct был Жорж Сиприани, вот этот парень. И к 68 году, году протестов, он работал фрезеровщиком на заводе Рено в Бианкуре. И когда я это нашел, я такой: опа, а ну-ка, иди сюда, мой сладенький. На момент 68-го Жоржу 18 лет. Он родился в 50-м году. И вот к моменту протестов он только-только устроился работать на завод. Само собой, он был на демонстрациях и забастовках, как и весь город, это понятно. А когда все улеглось, пошел работать дальше, потому что кушать все-таки как-то нужно. Но нужно понимать, что на каждом большом заводе в те времена работало очень много агитаторов, которые специально туда устраивались. Надо помнить, что 70-е — это разгар холодной войны, прямое противостояние идей капитализма и коммунизма, а рабочие любого завода — это вот идеальные подопытные для политических активистов. Ты приходишь на завод и начинаешь рассказывать рабочим, в каком же говне они живут и что это все из-за блядских капиталистов. Вот был бы коммунизм, вот тогда бы мы совершенно по-другому работали бы на заводе. Все то же самое, сиди гайки крути, но у каждого бы определенно точно появилось бы по Майбаху и по домику у моря. И так как такой агитатор вроде бы как работает вместе со всеми плечом к плечу, уровень доверия к такому человеку сильно выше, чем к какому-то проходимцу с улицы. Потому что Василий, что он свой, он дело говорит. И вот Сиприани в том числе и был таким активистом. Не то чтобы он прям работал от какой-то партии, нет, он просто сам по себе был идейным персонажем и постоянно призывал рабочих бастовать и сопротивляться, просто потому что. Без аргументов. Но до поры до времени Сиприани был чуваком относительно безобидным, поэтому его и не трогали. А до поры до времени, это до 25 февраля 1972 года, дня, после которого жизнь завода Рено в Бианкуре поделится на до и после. Дня, в которой на заводе произошло убийство человека, которого звали Пьера Верне. Пьер Верне был рядовым рабочим Рено и таким же политическим активистом, как и Жорж Сиприани, только намного более ярким. Он постоянно пытался найти публику, чтобы выступить перед ней с какими-то лозунгами, раздавал листовки, использовал всевозможные методы агитации и так далее. Естественно, для руководства завода любой такой персонаж — это заноза в заднице, такая размером с бревно. Вот представьте, вы руководитель завода, у вас ебических размеров предприятие, на котором работает несколько тысяч человек, и они производят какие-то штуки. Неважно, чем занимается завод, хоть пропиливанием ушек в швейных иголках, это вот вообще не важно. Важно, что у вас, как у руководителя, есть ответственность перед очень большим кругом лиц. Вы отвечаете перед советом директоров или перед владельцами завода, чтобы предприятие работало, производило продукцию и окупалось. Вы отвечаете перед всеми поставщиками за то, чтобы ваш завод вовремя закупал необходимые запчасти или сырье, так как вашим поставщикам тоже важно, чтобы у них никакие бизнес-процессы не рушились. Вы отвечаете за то, чтобы продукция была в целом конкурентна в рынке, а это постоянное улучшение производственного процесса и внедрение новых технологий. Вы отвечаете перед государством и различными социальными службами за то, чтобы налоги, выплаты пенсий, зарплаты и прочая всякая фигня проходила без задержек и в полном объеме. В конце концов, вы все это делаете для того, чтобы предприятие жило и развивалось дальше, оставалось конкурентным и имело какие-то перспективы развития, чтобы люди могли тут иметь рабочее место, так как им нужно кормить семьи. И за то, что у этих семей есть возможность нормально жить, благодаря работе на вашем предприятии, вы тоже отвечаете. Притом, если хоть где-нибудь какой-нибудь отдел встает, нарушение хотя бы одного процесса тащит за собой всю конструкцию. Как один сошедший вагон тащит за собой весь поезд,
так и нарушение какого-то одного компонента может навернуть весь бизнес-процесс. А что бы где ни произошло, придут спрашивать с вас, так как вы тут руководство. Притом, когда все хорошо, когда все работает как надо, когда все получают деньги, все замечательно, никто вам спасибо не скажет. Ведь оно же все хорошо, потому что мы тут все такие молодцы, оно уж само собой так получилось. А вот если где-то что-то не так, то это точно потому, что в руководстве мудаки. И это нормально, так всегда было, есть и будет. Не в смысле, что это нормально, когда в руководстве мудаки, а когда руководство... Вы поняли, о чем я говорю. Так вот, теперь накидываем на эту картину ранние 70-е годы. К этому времени уже существует ОПЕК. И уже существуют противоречия в нефтяной отрасли. И уже попахивает чем-то нездоровым. Плюс жирные 60-е для Франции закончились. Темпы экономического роста потихоньку начинают сокращаться, и большим руководителям становится очевидно, что сейчас что-то будет. И как подтверждение вашим кружножопным ощущениям вы получаете протесты Красного мая по всей стране, которые очень недвусмысленно намекают на то, что общество сидит на пороховой бочке. И вот в такой обстановке, когда в обществе все еще существует напряжение, тут и там происходят какие-то забастовки, демонстрации и всякое такое, а ты руководишь предприятием, которому критически важно просто нормально работать, и у тебя в цехах среди рабочих появляются какие-то чуваки, которые начинают рассказывать твоим рабочим, что пора бы сбросить с себя оковы капитализма, и агитируют их на забастовки. Вот что ты будешь с такими чуваками делать? Ты бросишь все свои дела и возьмешь его за ручку и с глазами, полными сочувствия и понимания, будешь слушать весь его поток сознания? Нет, конечно, ты его уволишь нахер куда подальше и пойдешь себе спокойно заниматься своими делами. Вот ровно таким макаром и поступили с Пьером Верне. Справедливости ради надо сказать, что несмотря на то, что он был рядовым рабочим, с ним проводили несколько бесед перед тем, как его уволить. Ему говорили, что смотри, братан, работа — это работа, тут надо бы работать, так как именно об этом мы с тобой и договаривались, когда ты сюда приходил трудоустраиваться. Ты делаешь свою работу, а мы тебе платим деньги. Такой договор. Все. Политика твоя, это, конечно, все очень интересно, но хочешь заниматься политикой, иди куда-нибудь в другое место, а не в наши цеха. Естественно, на все замечания систематически клался хер. И чел как агитировал всех бастовать, так и агитировал, за что и был справедливо выкинут на улицу с запретом на появление на территории завода. И вот, как вы думаете, остановило это Пьера? Нет, конечно. Он вместе со своими корешами постоянно тусовался на проходной завода, продолжал раздавать листовки, рисовать какие-то плакаты и призывал людей проснуться. Понятно, что охранники завода его постоянно гоняли туда-сюда, но, строго говоря, территория за забором уже не является владением Рено, и значит, что чисто юридически ты с этим персонажем ничего не сделаешь. Просто будет стоять и бесить целыми днями. Притом в рапортах охраны есть данные, что они несколько раз пресекали попытки прорваться на территорию завода. В том числе и ночью. Зачем нужно было активистам залезать ночью на завод, история умалчивает. Но понятно, что они это делали не в порыве качественно поработать, выполнить недельный план за ночь. И вот эта катавасия продолжалась день за днем. Понятно, что охрана завода — это тоже люди, и которые вряд ли слышали много приятных вещей от активистов в свой адрес. И 25 февраля 1972 года в какой-то очередной перепалке между охраной и Пьером один из охранников, Жан Тремани, просто взял и застрелил чувака. Такая вот пятница выдалась у охраны. Да, так нельзя. Убивать людей нельзя ни под каким предлогом. Да, охранника после этого посадили, само собой, а он, в свою очередь, не отмазывался и совсем был согласен. Но чисто по-человечески я могу понять причину, почему охранник сделал то, что сделал. Просто чувак заебал. Но ладно бы, если просто произошел инцидент. Так бывает, что люди между собой срутся, дерутся, иногда друг друга убивают, да, тут ничего удивительного. Но смерть активиста от руки охранника произвела эффект разорвавшейся бомбы. Тут же по всему городу вспыхнула новая волна беспорядков. А радикалы начали кричать на каждом углу: мы же говорили! Они будут нас убивать, они будут нас душить, так будет с каждым, и так далее по списку. Хотя, чтобы не попасть в такую ситуацию, достаточно просто не доебываться до людей с оружием на регулярной основе. И никто вас трогать не будет. Обычные люди также чисто автоматически встали на сторону несчастной жертвы большой системы и тоже были крайне возмущены и расстроены. Пьера Верне из обычного, нахер никому не нужного рабочего завода моментально превратился в идола, а на его похороны пришло несколько десятков тысяч человек. И, естественно, вся эта толпень потом пошла протестовать, скандировать и заниматься своими любимыми развлечениями. Притом, надо сказать, что начиная с 1968 года, с протестов Красного мая, внутри оппозиции был серьезный раскол. Одна часть была
крайне радикальной и хотела прям насильственного свержения режима, да и в принципе больше насилия. А другая часть оппозиции, которая состояла по большей части из коммунистов, вполне справедливо считала, что вот эта вот кучка неадекватов как раз-таки и не дала довести дела 68 года до логического завершения, так как обычно люди просто пугались таких заявлений и действий. Убийства, кровь, пожары на улицах, бомбы в зданиях — это не то, на что хотелось бы поменять текущий режим обычному человеку. И хоть смерть Аверне немного сблизила протестующих, единства внутри не было. Но в этот раз радикалы решили, что надо действовать и надо мстить. Спустя 6 дней после убийства Аверне кучка радикалов пробирается на один из складов Рено с готовыми автомобилями и поджигает его. За эту акцию, кстати, никакая конкретная группировка ответственность не взяла, но на месте были найдены листовки с надписью «Это вам за Пьера». Спустя пару дней руководство завода в Бианкуре стало получать личные угрозы. И вот первым прилетело Пьеру Дрейфусу, директору всего концерна Рено. Возвращаясь домой, он на входе обнаружил записку, в которой было написано, что партизаны взорвут его квартиру, если завтра же всех уволенных за резкие высказывания и за призывы к насилию не восстановят на заводе. А это где-то 15-20 человек. И это вот, типа, нормальное заявление? Бери нас на работу взад, иначе квартиру с твоей семьей взорвем. Атмосфера в рабочем коллективе будет, просто бомба. Но Пьер Дрейфус хотя бы дошел до дома в ту ночь. А вот Роберт Ногрид, это исполнительный директор завода, на следующее утро до него не дошел. Его похитили. Группа людей с пистолетами затолкали Ногрида в какой-то там то ли пикап, то ли грузовичок и свалили в неизвестном направлении. Мотив был такой: якобы Ногрид специально нанимал вот этих вот конкретных охранников, чтобы они убили конкретно Пьера Аверне. И еще всех радикалов он с завода увольнял, гнида. И из требований то же самое, что и с Дрейфусом. Наймите всех обратно и все, замяли. И, собственно, по этим выдвигаемым требованиям можно было понять интеллектуальный уровень террористов, так как понятно, что ни один здравомыслящий человек с такими ребятами дело иметь не будет. Да и нахера вы тут такие замечательные на заводе-то вообще нужны, непонятно. Даже сами рабочие завода Рено охерели от происходящего и вышли на 2-часовую демонстрацию, но не в поддержку террористов, а в поддержку руководства. Мол, алло, ребята, врубайте заднюю, это уже слишком. Отдайте руководство взад, нам работать надо. Плюс в радикалов полетела серьезная и резкая критика от коллег по цеху, что оппозиция не поддерживает текущее мироустройство, да, но и такие методы тоже не приемлет. В итоге то ли реально на террористов подействовало, что их никто не поддерживает, то ли просто не поднялась рука убить человека, но Ногрида отпустили. В плену его держали 2 дня. И как он сам потом говорил, относились нормально, типа пить есть давали, в туалет отпускали, пару лещей прописали и все на этом. И в этот момент, пока Ногрида еще держали в плену, из своей норы выползает Жорж Сиприани. Это вот тот чел из Action Direct, который убили Жоржа Беса, который на тот момент еще работал на заводе Рено. Он вылезает и такой: а вот правильно, а вот молодцы, да так им и надо, так мы и будем воевать с этими зажравшимися тварями. Надо всех в плен взять, на колени поставить, расстрелять и установить новый порядок. Это не прямая цитата, но суть такая. Он начал прилюдно и на общих собраниях поддерживать террористов и агитировать рабочих восстать против начальства. Что с ним произошло, догадаетесь? Он, естественно, вылетел нахер с завода пулей просто, так как ни руководству, ни рабочим уже было не до шуток. И надо понимать, что всегда, при любых режимах, в любые времена, 90% людей хочет просто жить и никого не трогать. По большей части все обычные люди просто хотят жить свою жизнь и заниматься там своим делом, растить своих детей. И вот эти вот все политика, устройство мира, погромы, революции, лозунги и вся вот эта прочая хуйня — это развлечение для очень небольшого количества людей. И хоть в то время всем и казалось, что за радикалов и за революцию выступало большое количество людей, общая масса хотела просто жить. Поэтому в этой ситуации, когда активисты пытались оправдать похищение человека, рабочие даже глазом не моргнули, когда Сиприани выкинули с завода. Все уже понимали, что дело пахнет дурно, и с этим лучше не связываться. Но Сиприани настолько не вовремя начал выступать и, видимо, таких больных слов наговорил, что его не просто уволили, а уволили с так называемой черной меткой в личном деле. Черная метка — это вот как рекомендация с прошлого места работы, только в таком виде, что тебя гарантированно никуда не возьмут. Ни на один завод в стране. Так как подобные придурки и активисты были не только в Рено, а вообще на каждом заводе в стране и были головной болью абсолютно всех руководителей предприятий, существовала негласная договоренность между всеми заводами. Мол, если кому-то на предприятие попадал особо злоебучий персонаж, который вот просто не давал нормально работать ни предприятию, ни людям,
то просто так уволить человека в такой ситуации означало только лишь то, что он пойдет устроиться на соседний завод и будет насиловать голову там и руководству, и рабочему составу. И вот чтобы таких персонажей оперативнее вычислять, все крупные ребята между собой договорились ставить специальные отметки в личные дела и трудовые книжки, чтобы вот этого чувака вообще ни в коем случае никуда не взяли. Ну или на крайняк висела метка, что позвоните нам, и мы вам все расскажем. И вот с таким билетом в свободную жизнь Сиприани оказывается на улице. И в этот момент я такой: так вот оно! Они убили беса чисто из-за своей мести. Понятно, что преступление против рабочего класса — это формулировка очень пространная, и под нее можно привязать вообще любую херню из больной головы. А тут вот тебе мотивация налицо. Сиприани оплевали, выкинули на улицу из-за его убеждений, на новую работу ему не устроиться, и что ему еще делать? Ходите вынашивать план мести, а? Есть! Все, наконец-то можно сваливать домой. Но радовался я буквально 5 секунд. Потому что потом я такой: подожди, при чем тут Жорж Бес? Его же убили в середине 80-х, а Сиприани выкинули на улицу в 72-м. Он же не вынашивал эту месть в себе 14 лет. Да и не Жорж Бес его увольнял, в 70-х было совершенно другое руководство. Да и из всех лидеров группировки Сиприани был единственным из Рено. Жан-Марк Руян вообще нигде никогда не работал. Натали Мениган работала в банке. И ее оттуда тоже выперли по каким-то внутренним причинам, и после этого она присоединилась к радикалам. Но это тоже было в 80-х. В 70-х Мениган еще была слишком мелкой, а Жуэль Арбан — это вообще просто жена какого-то террориста, она просто за компанию угорала. Поэтому вариант с местью не канает. Даже если бы Сиприани и желал бы отомстить руководству Рено, вряд ли бы он на это ушатал всех остальных. Да и на допросах, когда им всем светило уже по 20 лет, они бы раскололись и показали бы на Сиприани. Ну, как минимум бы сказали, что вот он главный идеолог операции. А нет, они просто под копирку несли одну и ту же чушь про капитализм, преступления против рабочих и так далее. И спустя все это время, весь этот контекст, может показаться, что мы с вами снова оказались в тупике. И понятно только лишь то, что причина в чем-то другом. И да, она в другом. И мы с вами идем в правильном направлении. И все, что нам остается, это копать дальше. Итак, мы с вами в середине 70-х. До убийства беса остается еще 10 лет, но картинка уже потихоньку начинает вырисовываться. В стране глобально появляется большое количество подпольных группировок, которые ведут идеологическую войну с существующим режимом. И то тут, то там происходят столкновения, демонстрации, а особо отпаянные начинают доставать оружие. Axion Direct, как организация, появляется в поздних 70-х. И они уже были далеко не единственными боевиками, которые начали нападать на госучреждения, нападать на банки, взрывать здания и убивать людей. Таких персонажей было много, и всех их перечислять я буду тут до завтра. Параллельно с этим случается топливный кризис. Это когда страны ОПЕК ограничивают поставки нефти в страны Европы и США, так как они уже задолбались быть простыми сырьевыми придатками, которых эксплуатируют как хотят. Плюс взлетают цены на все виды топлива, цены на электроэнергию, а экономика США и Европы начинает шататься. И из-за кризиса, как это обычно бывает, какие-то предприятия не выдерживают и закрываются, а кто-то начинает резать все свои расходные части просто чтобы выжить. И из-за этого еще больше растет безработица, что еще больше подливает масло в огонь в общий уровень напряженности и недовольства. Плюс вспоминаем, что в 1979 году Рено вписывается в спасение и выкуп акций AMC. И в начале 70-х с хорошими объемами продаж Рено чувствовал себя отлично. А вот к концу 70-х из-за падения спроса на автомобили, из-за энергетического кризиса, из-за общего экономического упадка в стране, компания начинает чувствовать себя так себе. А тут на тебе еще висят огромные прямые денежные вливания в американскую компанию, которая ничего кроме как обсираться не умеет. Плюс на тебе висит куча гоночных команд, которые тоже нифига не дешевые. А еще вспоминаем, что Рено к концу 70-х, началу 80-х — это огроменная корпорация с десятками заводов и с десятками тысяч рабочих мест. И такие титаники не умеют моментально разворачиваться в другую сторону. И быстро адаптироваться к ситуации тоже. А вот начать тонуть могут очень стремительно. От года к году финансовое положение ухудшалось. Объем продаж падает, стоимость производства растет. Конечный продукт дорожает, а отдавать много денег за простенький хэтчбэк от Renault никто не рвался.
Плюс ты сам себе на одну ногу повесил гирю в виде автоспортивных команд, а на вторую повесил 4-го по объему автопроизводителя Америки. А автомобильный рынок США вообще сидел по уши в говне после топливного кризиса. И к 84-85 году Рено приходит к великолепной цифре в своей финансовой отчетности. 12,5 миллиардов франков убытков за год. 12,5 ярдов. Не миллионов, а миллиардов. Фактически, из-за внешних факторов, топливного кризиса и неправильных управленческих решений компания за несколько лет скатилась в очень серьезную экономическую задницу. Очевидно, что компании нужна была перестройка. И очень быстрая перестройка, так как если бы Рено рухнул, а с такими показателями это типа вопрос 1 года максимум, то не поздоровилось бы примерно всем. Рено — один из крупнейших работодателей и налогоплательщиков страны. И сотня тысяч людей, которая просто потеряла бы свое рабочее место, это вот вообще не то, что ты хочешь увидеть в разгар кризиса как государство. Компанию надо спасать. Притом любым путем, просто похер, ляпа и псти. Нужно решение. И Рено должен жить любой ценой. Так как Рено на тот момент большей своей частью принадлежит государству, решение о смене руководящего состава принимало оно. И выбор пал на Жоржа Бесса. На тот момент, на 85-й, Бесс руководил компанией Питчи Юджин Кульман, сокращенно ПУК. Да, можно поржать, что Бесс был руководителем ПУКов. И я поржал, когда это узнал, да. Но кроме шуток, Питчи Юджин Кульман — это еще одна не в рот какая здоровенная компания Франции, в которой на 80-е работало примерно 100 тысяч человек. В основном компания занималась сырьем из горнодобывающего сектора. Ну там типа алюминий, ферросплавы и всякие редкие руды для атомной промышленности. Плюс они занимались производством различной упаковки. Вот типа как вся термоупаковка, внутри которой есть такая алюминиевая пленка. Это вот такой херней они занимались. Но основное — это добыча и поставка сырья. Несмотря на кризис, который косил абсолютно всех, у Бесса в компании все было хорошо. Никакого разрыва в финбалансе, компания прочно стоит на ногах, ничего не разваливается. И на тот момент для Рено просто не существовало кандидата лучше, чем Бесс, так как у него есть успешный опыт управления такой же огроменной корпорацией в очень непростое время. Я не знаю, спрашивали ли его мнение или просто в приказном порядке отправили на новое место работы, но это нам не важно. Важно, что в 83-м Жорж Бесс заступает на должность. И я думаю, что в тот день, когда он изучил все отчетности, то он так знатно напился, так как дела в компании были намного хуже, чем он изначально предполагал. Практически все процессы поставок и производства были жутко неэффективными и устаревшими по меркам 80-х. Логистика, склады, работа с поставщиками, производственные линии — все это было жутко медленно. Везде работало слишком много людей, и КПД целых отделов стремился к нулю. И Бессу было очевидно, что без серьезных изменений и реформ компании просто не выжить. Поэтому первое, что сделал Бесс, это свернул нахер весь автоспорт. Просто одним движением и на корню отрезал все программы по финансированию гоночных команд. В жирное время, когда у компании много денег, упарывайтесь как хотите, никто не против. Но в момент, когда нужно выжить, просто так выкидывать деньги на ветер ради какого-то там мифического имиджа — это слишком дорогое удовольствие. Как считал Бесс. И правильно считал. Второе действие. Все, что не приносит прибыль, здесь и сейчас. Каждый человек, который генерирует убыток, каждый процесс, который не приносит денег, сразу нахер. Была проведена полная и очень дотошная ревизия всего, что происходит в компании. Заглянули в каждый потаенный угол и залезли под каждую юбку, чтобы понять, что конкретно каждый человек делает в компании и сколько пользы он приносит. На это исследование потребовалось примерно полгода. И по итогу сбора всех данных стало очевидно, что громадное количество людей просто сидит на жопе ровно и ни хера не делает. Обычно, когда встает вопрос о сокращении рабочего штата, который ничего кроме убытков не несет, начинается открытая полемика. Начинают возмущаться профсоюзы, тут же прибегает пресса, тычет микрофонами в людей, и начинается долгое пережевывание соплей. А правильно ли поступает руководство или нет? А что по этому поводу думает профсоюз? А что по этому поводу думает Михалыч, который уже 10 лет просто ходит на работу и ничего полезного не делает? Когда последний раз Михалыч был трезвым, что-то никого не интересует. А какое его мнение касаемо управления промышленным гигантом, это всем сразу интересно, да. Бесс ничего такого допускать не стал. Как минимум, он не стал пропускать прессу на заводы, чтобы они не нагнетали панику. И сам крайне редко перед ней появлялся, мотивируя это тем, что ему не до разговоров, ему работать надо. И за что, кстати, он получил характеристику от прессы, что он человек, который ничего не говорит, но много чего делает. И это довольно странная хвалебная реакция. Обычно пресса просто так никого не хвалит.
честно, я не знаю, каким образом бес нашел общий язык с профсоюзом. Но в результате общей ревизии деятельности компании было подписано распоряжение, что в течение буквально пары месяцев свои рабочие места покидает 21 тысяча человек. И профсоюз с этим был согласен. Единственное объяснение, которое я нахожу у себя в голове, почему профсоюз не сопротивлялся, так это то, что они тоже понимали реальное положение дел на заводах. И вопрос стоял таким образом. Либо мы реорганизовываем производство и теряем 21 тысячу человек, но компания выживает, либо мы просто схлопнемся и работу потеряет более 100 тысяч человек. По-другому никак. Может сложиться такое впечатление, что я как-то по-снобски отношусь к рабочим, что постоянно кидаю в них колкости. Но я кидаю колкости только в сторону лентяев и алкашей и просто вот живого балласта, который есть в каждой компании. Понятно, что подавляющее большинство любого завода — это умные, активные и высококлассные профессионалы. И вот их как раз и надо оставлять. А всех, кто ходит на работу, чтобы там позаниматься имитацией бурной деятельности от звонка до звонка, надо гнать санными тряпками куда подальше. И вот именно таких персонажей на заводах Рено скопилось 21 тысяча человек. При этом единственное, что не тронул бес, а наоборот увеличил финансирование, это разработка совместного мотора и модели с AMC, чтобы получить долю рынка США и заработать на этом. Фактически компания сушилась, избавлялась от ненужных расходов, а все средства, которые получалось высвободить, направлялись на разработку проектов, которые обеспечат будущее компании. И да, кому-то могут такие действия показаться несправедливыми или жестокими по отношению к уволенным рабочим, или там типа к распущенным гоночным командам, у которых были свои фан-базы, которые за них болели, переживали, там вот это все. Но фактически бес расхлебывал кашу, которую очень долго и упорно варили и настаивали предыдущее руководство, не совершенствуя свое производство, закрывая глаза на эффективность сотрудников и так далее по списку. Грубо говоря, когда ты долго и упорно запускаешь свое здоровье, и у тебя начинается, допустим, гангрена на пальцах ног, то все, ногу надо отрезать, иначе все поляжет. И врач, который отрезает кому-то ногу в моменте, персонаж, малоприятный факт, но куда деваться? Это его работа, и он делает это лучше для тебя. Вот таким врачом и был бес. Самое удивительное заключается в следующем. Мы с вами уже в курсе, что у больших компаний, когда они забираются в глубочайшие финансовые задницы, даже при очень быстрых и правильных действиях руководства, мгновенного эффекта не случается. Когда тебе нужно только полгода собирать информацию о процессах, так как компания здоровенная, то думать, что еще через полгода все магическим образом наладится, абсолютно бессмысленно. Процессов триллиард. И все нужно переработать. И это годы, а то и десятилетия. Но Жоржа Беса поставили на пост главы Рено в самом начале 1985 года. А в середине 1986 года, спустя всего 1,5 года от назначения, компания показала прибыль. Бес, молча сжав зубы, вытащил компанию из финансовой ямы в прибыль за каких-то жалких 1,5 года. На то время, на фоне финансового кризиса, продолжающегося топливного кризиса, сокращающегося автомобильного рынка Европы, вытащить огромную компанию со дна — это просто чудо менеджмента. Хоть про него и написано очень мало, так как бес с прессой практически не общался, ему не до этого было. Очевидно, что он был просто гениальным менеджером. И все, что получил этот человек, это 4 пули от 2 женщин, которые вместе с 2 своими корешами решили, что увольнение 21 тысячи рабочих — это преступление против рабочего класса. По крайней мере, они это так объяснили. И это еще одно доказательство того, что жизнь, ни хера несправедливая штука. Но знаете, в чем проблема? Проблема в том, что вот это все не является ответом на вопрос, почему убили именно беса. В разгар экономического и энергетического кризиса рабочих увольняли не только в Рено, а примерно везде. Не только Рено, а всем компаниям приходилось сушиться. И много где были серьезные столкновения профсоюзов и руководства. Например, на заводе 3М рабочие в ходе одной из забастовок против увольнения брали в заложники свое руководство и говорили, что не отпустят их, пока они не подпишут бумажки, что не будут никого увольнять. И на французских филиалах Sony происходила ровно такая же херня. И на заводах Peugeot, и на заводах Citroën, и на любых других больших предприятиях проходили одни и те же процессы. И были протесты, и были погромы. Но убийств не было. Убили только беса. Даже до рукоприкладства в сторону высшего начальства никогда не доходило. Когда на 3М брали заложников, их просто держали в кабинете. И ладно бы, если беса убили во время демонстрации, когда бешеная толпа крушит и сносит все вокруг. Это еще
можно понять, что человек оказался не в том месте, не в то время и просто попал под горячую руку. Это я бы понял. А тут четко спланированная операция против конкретного руководителя. И если уж верить риторике террористов, то под их гребенку должны были попасть примерно половина руководящего состава всей страны. Ну или хотя бы они должны были пару десятков директоров перестрелять, или хотя бы попытаться это сделать. А тут даже попыток не было. Убили только беса. И с первого раза. И все выглядит так, что это, просто стечение обстоятельств. И конкретно выбрали его в качестве жертвы просто потому что. А что если бес это не случайная и не единичная жертва? И кого еще директивно убивал Axion Direct? Ведь я же говорил вначале, что от их рук суммарно погибло более 100 человек, и все это были случайные жертвы акций, когда ребята там подкидывали бомбы в людные места или просто перестреливались с ментами. А убивали ли они точечно кого-нибудь еще? И может быть, по методу убийства можно связать смерть беса с кем-нибудь еще. И ответ найти было нетрудно. Чуть меньше, чем за 2 года до убийства Жоржа Беса, 25 января 1985 года, ровно в тот же месяц, когда Жорж Бес вступил на должность директора Рено, в своем доме с 8 пулевыми ранениями был обнаружен некто Рене Адран. И его смерть тоже была делом рук Axion Direct. Если полезть в литературу, которую писали террористы о своей деятельности, то убийство Рене Адрана — это отдельный повод для гордости Axion Direct. Они называли эту акцию не убийством, а казнью, так как Рене Адран, по их мнению, заслуживал именно ее. Рене Адран был главным инженером Министерства обороны Франции, который отвечал за поставку французского оружия в другие страны. И в частности, он курировал поставку оружия в Ирак, который тогда, в 80-х, воевал с Ираном. Ирано-иракский конфликт — это прям жуть жуткая. Без шуток. Война началась в 80-м, продолжалась 8 лет, и за эти 8 лет там чего только не было. Ковровые бомбардировки, применение химического оружия, отправка на фронт несовершеннолетних подростков, голод, отсутствие медпомощи и так далее. Война — это всегда пиздец. Самый жуткий пиздец на свете. В какой бы точке планеты и под какими бы флагами она ни проводилась. Точных данных о потерях нет. Все оценки настолько разные и противоречат друг другу, что хоть про какую-то точность можно даже и не мечтать. Но если взять средние значения, то это где-то 750 тысяч человек убитыми и 1,5 миллиона раненых и пропавших без вести. И это вот недавно было, в 80-х, вот в конце. И вот за то, что Рене Адран участвовал в поддержке этой войны, как высокопоставленное лицо и занимался поставками оружия в Ирак, за это его и убили ребята из Axion Direct. А у меня в голове вопрос. Строго говоря, по-честному, а вам не похер ли на то, что там где-то кто-то там воюет на другом конце планеты? Ведь, смотрите, 80-е — это вам не современное время. В то время информации о том, что и где происходит, было кратно меньше. У тебя есть газеты с плюс-минус официальной точкой зрения, и телеканалы с радио, которые примерно с такой же точки зрения. И там будут показывать только то, что нужно показывать. И просто так на ровном месте сесть и начать прям сильно переживать за судьбу рядового иракского жителя очень сложно. Я даже допускаю, что половина населения планеты вообще не в курсе была, что там и где там кто воюет. Да и простите, но, где Ирак, а где Франция? И убивать высокопоставленного человека из Министерства обороны из-за того, что где-то там кто-то там воюет, а чувак выполняет свою работу и подкидывает парням оружие, немного странно, как по мне. Не понимаете? Ладно, хорошо, я сейчас перефразирую вопрос. Почему именно до этой войны и до этого человека докопались? Ведь Ирано-Иракская война — это не единственный конфликт, который проходил в 80-е. Далеко не единственный. К тому моменту в мире, загибайте пальцы, гражданская война в Эфиопии, гражданская война в Анголе, гражданская война в Судане, война в Западной Сахаре, война за независимость Намибии, государственный переворот и захват власти в Турции. Мне продолжать?
Хорошо. Исламистское восстание в Сирии, гражданская война в Сальвадоре, афганская война, вторая война сицилийской мафии, ливанская война и гражданская война в Ливане. Это разные штуки, их между собой не нужно путать. Идем дальше. Бля, как нехер. Эскалация холодной войны и часы судного дня между США и СССР. Бойня на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Операции миротворцев в Бейруте, вооруженный конфликт в Перу, гражданская война в Никарагуа, Фолклендская война и вторжение США в Гренаду. Ну и Ирано-Иракская война, да. И это все в одно время проходило. Повторяю вопрос. Чего конкретно до Ирака с Ираном докопались-то? Войн в 80-х развлекайся не хочу. И Франция далеко не в одной войне участвовала со своим оружием и влиянием. Но тут мы вспоминаем, что у радикалов-террористов уже были требования, чтобы Франция свернула свое присутствие в других странах и в своих колониях. Помните про Алжирскую войну 60-х? И про выступления радикалов в то время? Это же тоже выглядело немного странно, что французы внутри Франции выступают за то, чтобы страна добровольно отдала свой кусок земли, хер пойми кому. Странно. Странно. Поэтому отматываем пленку назад. Алжир, как независимое государство, появился в результате Алжирской войны за независимость, которая шла с 54 по 62 год. До этого времени, еще с 1834 года, Алжир был территорией Франции. Французы в ходе своих колониальных экспансий приплыли здоровенной толпой военного флота еще аж в 19 веке, в 1830-е, и такие: мы тут власть. Вы аборигены и туземцы, поэтому сейчас мы вас будем учить, как правильно жить. И, собственно, этим и занялись. Алжирцы, конечно, какое-то время чисто для проформы посопротивлялись, но довольно быстро сдались, так как против военной мощи Франции им было сложно что-то противопоставить. И на отрезок более 100 лет вперед Алжир стал полноценной территорией Франции. И в течение всего этого времени французы выстраивали там так называемую свою переселенческо-ресурсную колонию. Население Алжира считалось гражданами Французского Союза, но в правах они были ниже коренных французов, прям сильно ниже. Коренные граждане Алжира не могли занимать высоких постов в любых важных институтах, но при этом их призывали рядовыми в французскую армию и использовали как рабочую силу в рудниках, их руками строили предприятия, судостроительные верфи и порты для отправки полезного груза. И получали они сильно меньше денег за один и тот же труд, нежели французские рабочие. Стандартная колония. Помимо прямого использования рабочей силы, чтобы дешевыми руками строить что-то полезное на благо империи, на территории страны были обнаружены большие запасы золота, различных железных руд, хитрой древесины, которая росла по побережьям. И все это вместе использовалось французами по полной. Все, что можно выкопать из земли, надо выкопать и утащить к себе. Либо можно попробовать из этого чего-то выкопанного сделать какие-то товары прямо на территории колонии, но потом все равно утащить к себе, так как прибыль должна идти в метрополию. Но с точки зрения обычного населения все было на самом деле не так уж и плохо. По крайней мере, по сравнению с обычными колониями. Алжир не так уж себя плохо чувствовал, так как их не только эксплуатировали и угнетали. Французы все-таки делились технологиями, выстраивали города, выстраивали финансовую систему, строили образовательные центры и в целом двигали страну к развитию. И делалось это в том числе потому, что в Алжир приехало на постоянное проживание дохера коренных французов. И фактически они строили страну под себя. Под конец 19 века примерно 15% населения страны это прям французы из французской Франции. И собственно так и продолжалось до Второй мировой войны, и всех все устраивало по большому счету. Да, там были небольшие столкновения, было движение за освобождение Алжира, но ничего серьезного они из себя не представляли. Поэтому никто и не обращал внимания. После окончания Второй мировой Алжир смотрел на кучу случаев, когда страны объявляли свою независимость от Британии, например. И такие: а мы тоже так хотим. И моментально, по меркам истории, за буквально несколько лет в стране формируется прям сильное национальное движение за отделение страны от Франции. А французы, в свою очередь, такого прикола вообще не поняли, так как они воспринимали Алжир как свою собственность. Что-то на уровне детишки на кухне подняли бунт и не хотят кашу есть, а хотят только гулять и мультики смотреть. И с таким взглядом, полным недоумения, Франция смотрела на Алжир, мол, щеглап голоса не давали, вы чё вообще? Французы пришли, попытались выпороть, в угол поставить а уже все не получается. Ребенок подрос и кусается. И к 1954 году это выливается в затяжную и кровавую войну. Подробности конфликта нам тут не сильно важны. Да и у всех войн все подробности всегда одинаковые. Кровь, кишки по стенам и разрушенные человеческие судьбы. Вот вам и все подробности войны. Нам тут важен итог. Фактически, чисто по бумажкам, Алжир стал свободен, да. Но толку от этого было немного.
так как Франция подписала независимость страны с условием, что контроль над всеми стратегически важными объектами и предприятиями остается за Францией. Все рудники, все заводы, шахты, порты и все, что раньше было под контролем Франции, под их контролем и останется. Вы себе, конечно, можете флаг нарисовать, ну или там трек гимна какой-нибудь пиздатый с дудками написать, но все, что важно для Франции, останется под контролем Франции. И после объявления независимости Алжира французы продолжили тащить из страны все, что нужно было тащить. Но помимо ресурсов, людей, там, добывающих предприятий, кучи бизнесов и всякого такого, Алжир был нужен Франции для кое-чего поважнее. И это кое-что тоже осталось под контролем Франции после подписания независимости страны. Франции был важен кусок Западной Сахары, которая находилась на территории Алжира, а точнее вся территория пустыни рядом с городом Реган. И когда ты это в первый раз слышишь, в тебе просыпается такая небольшая собака-подозревака, которая такая: чё, простите? Нафига стране-эксплуататору нужны предприятия, там люди, ресурсы, понять можно без проблем? Да. А вот нафига тебе может понадобиться куча песка в пустыне, это не совсем понятно на первый взгляд. Там же только ветер, песок и 2 куста. И соцсетей тогда нет, фоточек формата типа «Гля, Иван Табуреткин теперь аль-шейх, ебать». Со своей Людмилой Шахерезадой стоят такие, просто намотали, а лайков ждут под фоткой из большой песочницы. Но стратегически эта горень песка была очень важна Франции. И она им была нужна для испытаний своего ядерного оружия. Франция – это одна из ядерных держав. Ядерной державой считается та страна, у которой есть рабочее и успешно испытанное ядерное оружие. Если у вас просто есть наработки или есть какая-нибудь атомная станция по выработке электроэнергии, то вы не ядерная держава, а говно на палке. Всего на данный момент, на 2022 год, официально ядерным оружием обладает 5 государств. Это США, Россия, Великобритания, Франция и Китай. Предположительно, ядерное оружие есть еще в Северной Корее, в Израиле, в Индии и в Пакистане. Предположительно потому, что испытания все эти страны проводили, но никто из них не сознается, есть ли у них что-нибудь рабочее. А при этом у нас на планете еще существуют взрывы ядерных бомб, которые вообще неизвестно, кто производил. Просто все страны засекли, что где-то в океане что-то там кто-то ёбнул. Но когда все друг у друга спрашивали, это вообще чье было, все такие: испытание ядерного оружия — это крайне важная вещь в разработке, так как ты можешь что угодно навычислять на компьютерах, но в реальной жизни что-то может пойти не так, и боезапас не ебанет. Или ебанет, ну, как-нибудь по-другому, или ебанет в тот момент, в который ты не ожидаешь. Ровно так же, как с пьяным батей. Короче, только после проведения полноценного испытания ты можешь быть уверен, что у тебя получилось рабочее оружие. Без испытаний ты можешь рассказывать что угодно и кому угодно, но без реальных фактов испытаний ты никого этим не запугаешь. Да и в конце концов, ты сам не будешь уверен, что в нужный момент не пустишь жиденького. При этом ядерное оружие — это не просто какая-то там бомба, а это очень важный аргумент в любых переговорах и очень уверенный центр силы, который заставляет людей прислушиваться к тому, что ты говоришь и что ты хочешь. А для нашего повествования нам важно, что в период после Второй мировой войны ядерное оружие было только у США, Великобритании и Советов. Великобритания провела свои первые испытания в 1952 году около острова Монтебелло, это на западе Австралии. Британцы что сделали? Они припарковали фрегат на якоре, установили в него бомбу, отплыли подальше и взорвали все это дело. Все. И, да, кстати, под словом испытания подразумевается тупо взрыв бомбы. Ты берешь бомбу, выбираешь цель, надеваешь очки потемнее, нажимаешь кнопку и наслаждаешься фейерверком. И да, испытания проводили на открытом воздухе и в открытом океане. И никто никаких радиоактивных обломков не собирал. Ты поди их найди после того, как в океане целый корабль на ошметке разлетелся. Просто подорвали и поплыли дальше по своим делам. Все. Экология. Но не забываем. Советский Союз провел первые испытания в 1949-м на полигоне в Семипалатинске. Это территория современного Казахстана. Ребята построили в степи несколько сооружений, там типа всякие башни, прообразы складов, жилых домов, чтобы посмотреть, что от этого останется после взрыва. И в одну из башен заложили бомбу и подорвали. Вот. Кстати, еще информация для особо переживающих. В ядерных испытаниях всегда участвовали и будут участвовать животные, которых расставляли на разных точках полигона и на разное расстояние от взрыва, чтобы посмотреть, как фарш летит по стенам. Подумайте об этом пару секунд. Живых людей же ты не поставишь на полигон? Не поставишь. Поэтому козочки, собачки, коровки, кошечки, свинюшки, крыски — все сюда.
И если у кого-то сейчас задрожал подбородок от того, каким ужасным и кровавым был Советский Союз, то есть ребята, кто ставил на полигон людей. И это даже не Северная Корея, это американцы. А полигон называется Хиросима и Нагасаки. Помимо того, что ядерный удар по Японии был военной операцией, это было еще и первое успешное испытание ядерного оружия на людях. Рубрика «Эксперименты» в глобальном смысле выглядит именно так. Перед тем, как сбросить бомбу на Японию, буквально за пару недель до Хиросимы, там, в июле 45-го, ребята взорвали у себя бомбу на полигоне в Неваде, на которой тоже притащили кучу животных, само собой, потому что, без животных как-то скучно и ощущения не те. А уже через пару недель, в начале августа 45-го, бомбы полетели в людей. Понятно, что это трагедия. Так нельзя делать, да, конечно, но всем плевать. Взрыв ядерной бомбы — это демонстрация силы и прямое указание, что лучше бы вам всем сделать то, что мы от вас просим. А так как после Второй мировой следовал глобальный передел мирового устройства и всех центров силы, ядерная бомба в кармане — это очень весомый аргумент, чтобы поучаствовать в этом процессе. И вот тут-то как раз Франция и наглотала херов по полной. Так как фактически, что кому будет принадлежать после войны, решали США, Великобритания и СССР. Посмотрите, какие все довольные. В момент, когда сделана эта фотка, у Британии и Союза еще нет испытанных бомб, но они уже очень близко к финалу разработки. И США это знает. Поэтому все вежливо улыбаются друг другу, да так сильно, что аж светятся. С таким-то уровнем радиации, поди не засветись. А Франция не привыкла к такому положению, что ее никто в хер не ставит. Она же всю дорогу была империей и очень-очень важной курицей. А тут тебе говорят: иди-ка погуляй, пока взрослые дяди тут дела обсудят. И она понимала, что либо Франция становится ядерной державой, и тогда можно будет общаться наравне с серьезными ребятами, либо она так и продолжит стоять раком в состоянии ля-пердоли. Так как мы имеем дело с французами, то, само собой, понятно, что им нужно было 10 раз посраться там у себя в руководстве, обсусолить все со всех сторон, поплеваться друг другу в лица, помитинговать, что типа ядерное оружие — это зло, там все очень плохо. Но к концу 50-х уже было понятно без вариантов, что нужна своя бомба, и все тут. И вот в этом моменте надо бы снова доставать пальцы и объяснять на них, как сделать свое ядерное оружие. Но я это буду делать только с одним условием. Пообещайте, что не будете повторять это у себя на кухне. Или только под присмотром взрослых. Для начала вам нужна научная база. Вам нужны специальные лаборатории и куча умных людей внутри, которые будут изучать строение атомов, цепные ядерные реакции, как это все работает и каким макаром из говна и веток сделать ядерное топливо. И это все у Франции было. Еще до Второй мировой войны во Франции были ученые, которые этим занимались. И надо сказать, что довольно много фундаментальных процессов было открыто именно французскими учеными. И самые известные из них — это супруги Ирен и Фредерик Жолио-Кюри. Оба лауреаты Нобелевских премий по химии. Если сильно интересно, то можете почитать про них, довольно прикольные ребята были. Но научные работы — это прям нудятина нудятиной. Даже мемасов никаких не подкинули. Далее тебе нужно сделать само ядерное топливо. И вот если уж очень на пальцах, то выглядит это примерно следующим образом. Для нашего рецепта нам понадобится природный уран и здоровенный завод по его обогащению. Все же слышали такой термин «обогащенный уран», и что почему-то все страны с ним бегают туда-сюда. Так вот, что это такое и с чем его едят? Спойлер, обогащенный уран я бы вам есть не рекомендовал. Это вот как большое ведро острых крыльев из KFC, только позабористее. Как минимум, ракета из вас получится великолепная. Существует природный уран, который добывается в шахтах. И содержание урана в руде не очень высокое, там в среднем 1%, а то и меньше. Поэтому нужно выкопать такую здоровенную, прям огроменную яму, чтобы наковырять из этого хоть какое-то необходимое количество урана. Далее ты отколупываешь чистый уран от всякого говна и веток, и по итогу у тебя просто получается такой типа металл серебристого цвета. Голыми руками его трогать не стоит, но в резиновых перчатках нормес, ничего страшного с тобой не произойдет. И сам по себе, в таком вот условно-природном виде, он ничего из себя не представляет. Просто кусок металла. Да, химически активный, да, слабо радиоактивный, но по сути это просто кусок металла и кусок металла. Все. А вот если над ним определенным образом поколдовать, то может получиться кое-что интересное. Ща будет немножко напряженно. Буду объяснять сложные вещи. Поэтому тебе нужно будет сделать вот такое вот лицо. С таким лицом точно станет понятней. А если еще сделать вот так, то вообще все понятно будет. Делал бы так почаще, уже бы давно просек, что ты приемный. Обычный уран состоит из 3 составляющих в строгих пропорциях. Каждая составляющая называется изотопом. Вот, грубо говоря, как вода состоит из 2 молекул водорода и 1 молекулы кислорода, там формула у нас H2O, также и уран состоит из 3 изотопов урана. Я знаю, что химики уже напряглись от таких аналогий, но не надо кидаться вашими ебанитыми палочками. Засуньте их лучше обратно по назначению. Я тут намеренно сейчас буду упрощать, просто чтобы был понятен принцип. Изотопы, которые составляют уран, называются довольно заковыристо. Первый U-238, второй U-235 и третий U-234.
Выглядит как очень странные номера автобусов. Маршрут 238, маршрут 235 и маршрут 234. Конечная станция «Ядерная зима». Пропорции каждого изотопа в уране разные. 238 занимает больше всего массы — 99,27%. И если немножко напрячь голову, то можно заметить, что 99,27% от общей массы — это практически вся масса от элемента. И да, почти вся масса урана приходится на 238 изотоп, а все остальные занимают вот такусенькую долю размером примерно с нихуя. И по сути, эта основная масса в 99 с хером процентов абсолютно бесполезна, так как 238 изотоп не умеет в цепную ядерную реакцию. Цепная ядерная реакция — это когда ядра атомов внутри какого-то вещества в определенных условиях, типа при температуре или при каком-нибудь другом воздействии, начинают сталкиваться друг с другом, бешено изменяться и делиться. Если вы прогуливали физику в школе, на пальцах это выглядит примерно вот так. Представьте, у вас есть здоровенная стая собак. Типа штук 100. Все лежат, спят, никто никого не трогает. Но вдруг какой-то псине что-то приснилось страшное, она подскакивает и начинает лаять. Что произойдет? Эта вся стая будет лаять еще неделю по цепной реакции, так как все тут же начнут гавкать, от шума начнут гавкать другие и так по кругу. А вот теперь представьте, что бы было, если бы при каждом гав-гав из пасти любой собаки у вас в стае появлялась бы еще одна собака, а то и сразу несколько, которые тоже могут гавкать и призывать новых собак. Жуть страшная. Мало того, что это все хер остановишь, так они еще и весь город заполнят за несколько секунд. Вот это и есть цепная ядерная реакция, только вместо собак у вас атомы. И когда атомы начинают делиться от возбуждения, происходит ебический выброс энергии, который нам как раз таки и нужен. Так вот, 238 изотоп урана, которого в уране 99,27% от общей массы, так не умеет. Он как собака без рта. Он может только мило смотреть, все понимать, но гавкнуть вообще не вариант. Как ты его не грей, не слюнявь, не стучи молотком, ему абсолютно фиолетово. Поэтому назовем его условным импотентом. А вот второй изотоп урана, У-235, наш 235-й автобус, в ядерную реакцию умеет. И еще как умеет. Ты его только тронь, и все, что рядом, внезапно пожалеет об этом. Поэтому назовем его злоебучим Казановой. Но в природном уране, который вот из шахты достали, этого 235-го изотопа всего лишь 0,72%, 72 от общей массы. И просто так отделить его нельзя, он среагирует моментом. А быть изнасилованным урановым Казановой — это вот вообще не то, что бы тебе хотелось в своей жизни, поверь мне. А третий изотоп, Ю-234, он там вообще составляет 0,05% от общей массы, это на уровне погрешности, поэтому во многих источниках его вообще даже не учитывают, а просто пишут, что уран состоит из 238 и 235 изотопов. Все. И вот если мы будем брать обычный природный уран в его обычном природном состоянии, то в таких пропорциях между изотопом импотентом и изотопом Казановой ты от урана ни хера не добьешься. Он бесполезен, так как более 99% его массы у тебя ничего не хочет и ничего не умеет. Но если поменять эту пропорцию и сделать уран, в котором доля Казановой будет побольше, то уже с этим можно будет придумать что-то интересненькое. И вот процесс увеличения доли активного изотопа урана, нашего изотопа Казановой, Ю-235, в общей массе урана и называется процессом обогащения урана. И если по итогу ваших хитрых манипуляций с ураном в итоговом материале доля Казановой получится выше природных 0,72, то это обогащенный уран. А если она будет ниже, то это объединенный уран. Все. Вся разница. Это понятно? Кивни, чтобы я видел. Всегда поражался тому, насколько ты у меня умный. Чего не расскажу, все всегда понятно. Поэтому держи второй заслуженный поцелуйчик. Обогащением урана занимаются специальные заводы. И это такие огроменные дуры, внутри которых происходит химическая магия, и которые на свою работу потребляют не в рот какое вообще количество энергии. Один завод по обогащению урана жрет энергии, как целый город. Поэтому их обычно строят рядом с какой-нибудь гидроэлектростанцией или какой-нибудь электростанцией, работающей на нефти, газе или угле. Вот просто для того, чтобы целая электростанция тупо работала на один завод, так как энергии надо реально очень много. И я бы, кстати, с большим удовольствием посмотрел, как экологические активисты представляют себе, каким образом можно запитать целый завод по обогащению урана от ветрячка или от солнечной панельки. Я бы посмотрел и очень сильно посмеялся вместе со всеми ядерщиками и энергетиками. Активисты, конечно, парируют тем, что ядерные технологии — это в целом ужас. Их надо все разрушить. Но это у них просто своей атомной станции нет, вот и бесится. Так вот, возвращаемся к нашему рецепту ядерной бомбы. Мы проковыряли в земле огромную дырку, достали из нее руду, из руды достали уран, притащили его на специальный завод по обогащению урана, потратили на этот процесс огромное количество энергии, времени и денег и получили по итогу обогащенный уран, который можно использовать как ядерное топливо. Тут есть еще один важный нюанс. В зависимости от того, каким именно макаром мы хотим использовать обогащенный уран,
нам нужна разная концентрация Казановы в этом уране. Если мы путем наших интеллектуальных и анальных страданий на заводе поднимем концентрацию Казановы, то есть 235-го изотопа в уране типа где-то до 5, там может быть до 10, а то и до 20% от общей массы, то вот такой обогащенный уран можно использовать в качестве топлива на атомных электростанциях. Грубо говоря, как для автомобиля у нас есть 92-й, 95-й и 100-й бензин, вот точно так же для атомного реактора есть 5%, 10% и 20% уран, который используют как топливо. А если поднять концентрацию до 90%, то это уже можно использовать как оружие, потому что рванет нехило. Притом, есть еще реакторы не для выработки энергии, а для различных исследований, в том числе для исследований по созданию оружейного урана и плутония. И для таких реакторов обогащенный уран в 5, 10, 15% тоже канает. Фактически ты можешь взять обычный реактор для исследований, и если у тебя будет достаточное количество 5% урана, то путем сложных и заковыристых страданий и затрат большого времени и человеческих ресурсов можно из всего этого дела наковырять какое-то количество оружейного урана или плутония. И именно поэтому все напрягаются даже от наличия обычных атомных реакторов в какой-либо стране. Такие объекты, как правило, секретные. И что там конкретно происходит, непонятно, а происходить может все что угодно. И на витрине-то все будет выглядеть как мирный атом, да, но под полой может быть что угодно. Особенно в 60-е и 70-е годы. Но получить уран с концентрацией Казановы в 90% крайне сложно. И это очень дорого, так как процесс обогащения, он нелинейный. Каждый следующий процент концентрации тебе дается сложнее и дороже, чем предыдущий. А когда ты подбираешься хотя бы к 50%, то это вывести уже очень сложно, как инфраструктурой, так и энергетикой. Поэтому ученые покряхтели, пошевелили мозгами и обнаружили, что если закинуть 20% уран в ядерный реактор и навести там определенные суеты, то можно из реактора вытащить плутоний, который в определенном состоянии идеально подходит для ядерного оружия. И на круг получается дешевле и опасней, чем оружейный уран с высокой концентрацией Казановы внутри. И, кстати, плутоний можно получить только таким образом. Только внутри атомного реактора. В природе он не встречается. Это искусственно сделанный химический элемент. Точнее, в природе он встречается, но в таком мизерном количестве, что его просто ниоткуда не достать в нужном объеме. А если все-таки очень специфическим образом облучить уран, то получится плутоний. И это очень удобно для производства ядерного оружия. В целом можно и урана натолкать в боеголовку, не проблема. Но с плутонием просто все равно получается дешевле и веселее. То есть, вся схема выглядит следующим образом. Мы находим урановое месторождение и выкапываем оттуда урановую руду. Тащим это на специальное предприятие, которое нам отковыривает уран от всяких примесей говна и веток, и дальше мы запихиваем этот уран в завод по обогащению урана. Доводим уран до нужной концентрации Казановы внутри, запихиваем все это дело в атомный реактор, колдуем, соль, перец по вкусу и достаем оттуда плутоний. А после засовываем плутоний определенным макаром в бомбу, пишем на ней «За мир во всем мире» и все, бомба готова. Можно идти к соседям хвастаться. Но мы все с вами помним, а я надеюсь, мы все еще помним, что мало того, что сделать бомбу, надо ее еще испытать. И вот Алжир идеально для этого подходил. Мы ж тут вот о чем вообще про Алжир говорим-то. У тебя кусок пустыни, где никого нет. Взрывай не хочу. Ты же у себя во Франции внутри ядерную бомбу взрывать не будешь. Там люди живут, круассаны жуют, вот это все. А алжирцам просто нужно сказать, что ты вон за тот бархан не ходи, там снег голова упадет. И все, и нормально. И на этом мы порешили, кстати. Всего Франция провела в Алжире 17 ядерных испытаний с 60 по 66 год. И бомбили как могли, реально, вечеринки были жаркие. Первые 4 испытания были тупо наземными. То есть просто боезапасы взрывали прямо на земле. А потом начали делать подземные испытания. Подземные испытания — это когда боезапас взрывают в такой глубокой шахте, чтобы не так сильно загрязнять все вокруг радиоактивным пеплом. А когда, собственно, все испытания провели, собрали все данные и навеселились вдоволь, французы свернули свои полигоны в Алжире и пошли бомбить полигоны во французской Полинезии, еще одной колонии Франции. Там пустых островов дофига, плюс можно под водой что-нибудь еще взорвать, да и климат поприятней, плюс полинезки там тоже бомба. Одни плюсы. Но, спрашивается, я нахера вам это тут все рассказываю? И если бы можно было бы не рассказывать, то я бы и не рассказывал. Я одну только аналогию с собаками и цепной ядерной реакцией 2 дня придумывал. А назвать активный изотоп урана злоебучим Казановой — это вообще Нобелевка, я считаю. Во всей этой истории с Алжиром и ядерными испытаниями был один персонаж, который меня заинтересовал. Человека зовут Мишель Барон. И крайне маловероятно, что кто-то из вас про него слышал. Мишель был политическим деятелем, дипломатом, доктором наук по международному праву и сотрудником спецслужб Франции, который на протяжении многих лет занимался обкашливанием вопросиков в Алжире. В целом он занимался представлением и защитой интересов Франции по всей Африке. Вот эта вот
безобидная формулировка представления и защита интересов, которую мы с вами очень часто слышим там по телеку или из других СМИ, это вот как раз про отжатие заводов, установление и удержание контроля над какими-нибудь важными месторождениями, например, установление своих людей на важных руководящих постах в правительстве и так далее по списку. То, что после признания независимости Алжира все важные объекты остались под контролем Франции, как раз-таки на языке дипломатов и называется защита интересов. Не как бы это звучало в реальной жизни, типа, ну-ка, обезьяны, пошли нахуй, мы вам не то, что ничего не дадим, так еще вас всех тут трахнем, а защита интересов. Очень точные нюансы формулировок. Вот этим и занимался Мишель. Примерно всю свою политическую и спецслужбистскую жизнь, начиная там еще с 50-х. И он один из тех людей, кто участвовал в подписании Эвианских соглашений. Эвианские соглашения — это не заговор всех кафе и ресторанов продавать воду Эвиан за какие-то совершенно неадекватные деньги. А это документ об окончании войны в Алжире. Признание независимости страны и вот эта вот вся фигня, которая была подписана на супервыгодных условиях для Франции. И в какой-то момент Мишелю приходит звонок от людей из правительства, суть которого была в следующем. Миш, спишь? Тут бери чемодан, бери самолет. Ты сейчас же улетаешь в Габон. Зачем? А потому что, походу, мы там нашли урановый рудник. И, судя по всему, там урана столько, что мы можем покрыть половину планеты. Как мы с вами можем догадаться из всего сказанного выше, вот все, что связано с ураном, с его добычей, с его транспортировкой, обогащением и последующим использованием, это все крайне чувствительные вещи стратегического назначения. У Франции, само собой, своего урана в достаточном объеме не было. В самой стране есть урановые рудники, да, но они настолько небольшие, что они не могли даже близко покрыть нужды в уране для сильной ядерной программы. Для каких-нибудь экспериментов, может быть, и хватило, но никакой речи о создании там типа собственного оружия или атомных электростанций без колоний просто не было. Поэтому, по большей части, свой уран Франция добывала на территории колоний, само собой, как и все остальные ресурсы. А уран — херовина довольно редкая, и его, в принципе, на Земле не так уж и много. Да еще и в урановой руде концентрация самого урана всегда низкая. Поэтому, если где-то в мире находят залежи урана, то все заинтересованные тут же слетаются на это место как стервятники. Особенно тогда, в 50-е, 60-е и 70-е. Сегодня уже много месторождений исследовано, есть там понимание по объемам и хоть какой-то горизонт планирования у всех стран. А тогда, когда это все только появлялось, никто не знал, где можно достать уран. И как только хоть кто-нибудь где-нибудь находил какой-нибудь камень с ураном, то все, пиши пропало. Прибегут, все оцепят, всех перестреляют или сами себя перестреляют. И благо, если ты просто ноги оттуда унесешь. Вот ровно так же, как и с золотой лихорадкой в Штатах. Только с ураном и по всей планете. Еще начиная с поздних 40-х, типа там 48-49 год. Вот с того времени французы искали всеми возможными методами все возможные месторождения урана во всех своих колониях. Так как от поиска таких рудников полностью зависела вся ядерная программа страны. А в тот момент, когда вот была принята стратегия, что стране нужна и атомная энергетика, и ядерное оружие, было создано специальное ведомство — Комиссариат по ядерной энергетике, сокращенно СЕА, который по сути состоял из ученых и сотрудников спецслужб, так как вопрос напрямую завязан на безопасность страны. И вот ребята из СЕА ездили по всем доступным и возможным колониям Франции и засовывали свой нос абсолютно везде, где чисто в теории может быть хоть какой-нибудь намек на уран. В 1956 году, это за 4 года до первого французского испытания ядерного оружия, ученые из СЕА натыкаются на очень странное место в зажопьях Габона. Габон — это, забытое богом очко в Центральной Африке. Находится вот тут. И в современном мире, вот на текущее время, население составляет 2,2 миллиона человек. А в 50-х это было там примерно от 1 до 1,5 миллиона. И точных данных нет, так как ты пойди их там всех на пальмах пересчитай. Французы первый раз высадились в Габон там еще в 1840-м, примерно в то же самое время, что и в Алжир. И поймали там всех местных вождей, объяснили им, кто тут главный, и начали эксплуатировать их как обычную рядовую колонию. Они оттуда тащили кофе, древесину, минералы и вот все как обычно. Место, на которое наткнулись ученые, находилось недалеко от города Францвиль. Чистое африканское название. Ни в коем случае не французы придумали. Так вот, это место было странным потому, что изначально оно было просто похоже на обычное урановое месторождение. Но уран, который содержался в руде из этого места, имел очень странные пропорции. Помните, я говорил, что в уране есть изотопы, и соотношение в массе у них строго определенное. 99.27 на неактивный изотоп, У-238,
725 на активный изотоп Ю-235 на Казанову и 5 на 234, вот который там на уровне погрешности. А в уране, который нашли в Габоне, концентрация активного изотопа была 717 тысячных. И вот типа, вроде бы разница с обычным ураном там типа 0,08% это сущая мелочь. Но прикол в том, что такого в мире до этого никто не видел. Вообще нигде. Всегда природный уран был в строгих пропорциях, ни больше, ни меньше. И по всему миру из всех известных шахт тут был рубль в рубль одинаковый. А тут активного изотопа заметно меньше. И вот спустя много лет исследований ученые выяснили, что вот на этом месте, недалеко от Франсвеля, 2 миллиарда лет назад существовал настоящий природный атомный реактор просто ебического размера, который и выжег вот эту часть активного урана в уране. Рил. Такое в природе возможно. Сейчас этот феномен и это место известно как Окловский природный атомный реактор. Есть куча статей и всяких интересностей по этому поводу. Но тогда, на 57-й, было понятно, что это просто странное какое-то месторождение урана, и никого это не парило. Так как самое главное, что было нужно французам, там было. Там был уран. Много урана. В период с 57 по 74 год французы раскопают на территории этого месторождения 5 огромных урановых рудников, которые выведут Габон на 6-е место в мире по добыче урана. И вот теперь смотрите, представьте, вы Франция. Вы находите такое стратегически важное месторождение в одной из ваших колоний, но вы уже успели подписать все важные бумажки с ООН и пообещали всему миру предоставить суверенитет всем колониям. А если дать суверенитет чувакам, которые какое-то время назад в юбки из пальмовых листьев ходили, то что они могут натворить с вашими шахтами и рудниками, решительно непонятно. Но независимость-то все-таки надо предоставить. Точнее, ты должен предоставить независимость на бумаге. По факту там кто что будет внутри страны делать, всем насрать абсолютно. Главное — соблюсти ритуалы. Поэтому что ты сделаешь на месте Франции в таком случае? Ты поставишь свое полностью контролируемое правительство, верно? И вот как раз этим проектом и занимался Мишель Барн. Как и независимостью Алжира. Знакомьтесь, два кореша — Леон Мба и Альберт Бернар Бонго. Помимо того, что эти парни были друганами, так они еще по кристально чистой случайности первый и второй президенты Республики Габон. Сначала страной правил Леон Мба, а потом Бернар Бонго. Так вот, наконец 50-х, когда нашли урановые рудники, Габон все еще колония, которой надо каким-то макаром выдать независимость, но сохранить полную зависимость. Такое вот уравнение. На тот момент Леон Мба — это просто рядовой политик, но очень профранцузских взглядов. И он даже в 51 году зачем-то пытался избраться в Нижнюю палату парламента Франции. И, естественно, был оттуда выкинут просто без раздумий. Так вот, к этому Леону приходит Мишель и говорит: смотри, мы можем дать Габону независимость, можем поставить тебя президентом, но только на том условии, что ты оставляешь контроль везде, где нам надо, за нами. И если нам нужно что-то сделать, то ты с улыбкой и полной рвения это делаешь. По рукам. Естественно, тут же создалась Демократическая партия Габона, потому что демократия выглядит именно так. И за несколько лет Леону Мба создали нужный образ, потренировали его на должности мэра Либравиля, это типа столица Габона, и потом аккуратно посадили его на должность президента исполнительного совета Габона и начали подготовку к независимости. Независимость саму же провозгласили 17 августа 1960 года. Это год первых ядерных испытаний в Алжире, и к этому моменту уже 3 года как идет добыча на урановых рудниках Габона. На тот момент, на момент провозглашения независимости, Леон Мба — премьер-министр, и он автоматически становится главой правительства. Но страна-то теперь независимая. Плюс демократия пришла, свобода наконец-то, а с такими демократическими ценностями ни в коем случае нельзя не принимать во внимание волю народа. И надо бы провести выборы президента. Настоящие такие свободные демократические выборы. Ведь надо понимать, что вся эта херота с независимостью проходила под лозунгами типа «ради свободы», «ради народа», «ради будущего Габона», вот эта вся херня из-под ногтей. И это идеальное отвлечение публики, пока вы там уран по-тихому копаете. И в 61 году прошли выборы президента. И я с нескрываемым удовольствием прошу вас ознакомиться со списком кандидатов и предположить, какой накал страстей проходил в этой справедливой и конкурентной борьбе за кресло президента. Вот этот список. И нет, это не мы на монтаже проебались. Там один кандидат, верно, да? Да. И абсолютно удивительный, 100% голосов за него. Видимо, отличный был кандидат, раз так все рьяно за него голосовали. Все-таки Демократическая партия Габона, не хер собачий. Притом, руководство страны, он же там не один был, там было какое-то количество людей, и все понимали, что происходит.
Естественно, все понимали. И что никакой независимостью тут и не пахнет, а Леон будет просто выполнять все то, что ему будут говорить из Парижа. И спустя 3 года после выборов, когда все сомнения по поводу независимости руководства страны развеялись, внутренняя оппозиция вместе с военными попробовали устроить военный переворот. И даже смогли похитить президента. Это было в 1967 году. Альбер Бернар Бонго, это вот тот кореш Леона, который на тот момент премьер-министр и правая рука президента, звонит Шарлю де Голлю и такой: «Босс, тут Лех спиздили. Ничего делать-то». Шарль ему сказал сидеть и не дергаться. «Сейчас все порешаем, не переживай». И в течение буквально суток французы перекидывают своих военных из спецназ из Конго, которые там тоже демократией занимались, само собой, находят Леона, раздают всем мятежникам по зубам, возвращают Леона на кресло и убегают обратно в Конго по своим демократическим делам. Но, так как Леону на тот момент было 65 лет, и здоровье у него на фоне таких приколов было так себе, естественно, старичок вообще не сдюжил. Его попытались вылечить в Париже, он там какое-то время повалялся, но природа взяла свое, и в этом же самом 67 году Леон умирает, а на его место ставят его кореша, Альбера Бернара Бонго. Это вот который премьер-министр, который звонил де Голлю. Схема удержания Бонго у власти была рубль в рубль, как с Леоном. В 1967 году он стал президентом, просто по правам премьер-министра, а в 1973, 1979 и 1986 годах он избирался в процессе самых честных демократических выборов с одним кандидатом в списке. И все это проворачивалось под присмотром Мишеля Барона, так как он был ответственным за весь африканский регион. Но вернемся, собственно, к рудникам. Мы же тут про них изначально говорим. Вот место на карте, где они сосредоточены. И к моменту конца 60-х в этом месте уже существовало 4 больших рудника, в которых добывали уран. Но просто так добытый уран тебе в хер не уперся. Тебе же его надо доставить до завода по обогащению, чтобы из него сделать обогащенный уран и пустить его дальше по цепочке на топливо там, для АЭС либо на боезаряд. Спрашивается, каким макаром доставить уран из африканской задницы? Ведь надо понимать, что Габон в 60-е по большей части это 240 тысяч квадратных километров примерно нихуя. Просто джунгли, земля и горы. И вот что делать? Можно попробовать что-то спустить по реке. От Франсвиля до западного побережья течет река Агуэ. Такое название. Она мелководная. Здоровенный корабль из грузового порта, ты в нее просто не засунешь, он туда не влезет. И вот там какую-то мелочь там, окей, можно довести, но 1000 тонн урановой руды или чистого урана ты через эту речку просто не перевезешь. Можно попробовать потаскать самолетами. Но много тоже не увезешь, потому что материал тяжелый, да и очень дорого получится. Оставить прямо там, на месте, завод по обогащению урана ты не будешь, так как опасно оставлять технологию в стране. Да, страна подконтрольная, да, там все спокойно, но мало ли чего. Военный переворот всегда возможен, а если у тебя отожмут завод, то там недалеко до того, что ты африканцам просто так подаришь ядерные технологии. А это не. Выход один. Железная дорога. По железной дороге ты дотаскиваешь материал до порта, там грузишь на здоровенный корабль и попер себе на завод, который у тебя стоит там где-то во Франции. Отличная схема. И твои технологии в безопасности, и руду можно спокойно таскать туда-сюда. Остается только один вопрос. Кто будет оплачивать весь банкет? Построить железнодорожную дорогу. Живите с такими формулировками, ничего страшного, не помрете. Построить такую дорогу протяженностью 700 километров, это очень дорого. Ну прям очень-очень дорого. Одно дело, когда ты строишь дорогу где-нибудь в Европе или в Штатах, ну или в России, когда у тебя под боком заводы по производству рельс, там, по производству бетона, строительных материалов, у тебя рядом дофига техники и существует уже куча дорог, по которым ты, собственно, приедешь к месту стройки. Другое дело, строить все с нуля, хер пойми где, без инфраструктуры, хер пойми какими руками и хер пойми из чего. Из плюсов только то, что ты, может быть, какой-нибудь редкий вид обезьяны в лесу увидишь. Все. Габон, как страна, потянуть такое не мог, но просто чисто физически. А с другой стороны, Франции тоже вроде бы как не хотелось просто так вваливать ахуляр денег в инфраструктуру Габона. Во-первых, денег тупо жалко. Во-вторых, это было бы слишком палевно, что Франция, как-то так вот в свободную страну вдруг решила ввалить несколько годовых бюджетов Габона. А привлекать лишнее внимание тут никому не надо. Сначала парни решили пойти простым путем. И на шару попробовали совершенно стандартный прием большой политики. Собрали в кучу все истории, как же плохо живется бедным и несчастным габонцам в своем этом габонском зажопье. Вот у них тут нет нихуя никаких бытовых плюшек, ни нормальной одежды, ни медикаментов, а жрут они какое-то говно, которое растет под ногами. А все почему им так плохо живется? А потому что у них железной дороги нет.
Вот была бы железная дорога, вот тогда бы мы им привезли бы кучу всяких ништяков и зажили бы габонцы весело и счастливо. Напихали президенту Габона таких презентаций, фотографий в сумку и отправили его в мировой Центробанк с этим всем. Мол, выделите денег нам, пожалуйста, а мы вам спасибо скажем. У вас же их много. Много. А вот нас их мало, поэтому давайте как-то, решать эту ситуацию. Но то ли тогда люди были умнее, то ли с головой дружили чуть получше, чем сейчас, но никто на эти песни Омара в Центробанке не купился. Омар Бонго туда ездил несколько раз. И каждый раз все ярче и ярче рассказывал, как же так херово живется в Африке без железной дороги. Но все это было без успеха. Но в 73-м Мишель Барен приезжает к Альберу Бонго и такой: так, я все придумал и обо всем договорился. У нас есть спонсоры, которые готовы построить железную дорогу. У них есть бабки, все в порядке, я все проверил. Есть только одно условие. Надо, чтобы ты принял ислам. И вариантов нет, надо ехать. Не переживай, я договорился, чтобы тебе не слишком смешное имя придумали. И я сейчас не прикалываюсь. Реально такой разговор был. И честно, я бы очень хотел посмотреть на глаза Альбера Бонго, когда ему говорили, что ты теперь будешь не Альбер, а Омар Хайям Ибн Хусейн Аглы какой-нибудь. И что так надо по-любому. Прикол ситуации был в том, что французы все это время вели тайные переговоры со странами ОПЕК. 1973 год — это у нас что? Первый нефтяной кризис, верно. Когда страны ОПЕК вводили ограничения на поставки нефти, они не просто хотели чуть больше заработать, денег у них хватало. Своими ограничениями они хотели продемонстрировать свою силу и что с ними надо считаться. Но один раз ты можешь так выпендриться хорошо, тебя заметят, послушают, может быть, даже тебе руку пожмут, но в долгосрочной перспективе ты не сможешь шантажировать страны, у которых есть ядерное оружие. В тот момент, когда у тебя из вооружения только там автоматы Калашникова и пара ракет, способных подорвать полевой туалет. Да и с подрывом полевого туалета солдаты сами справятся. Еду только надо немного передержать в полевой кухне на пару дней и все. Франция чуть ли не единственная страна, которой ОПЕК поставляли нефть без каких-либо ограничений и наценок. Да, для общей паники французы тоже там у себя вводили дурацкие ограничения внутри страны, мол, там, экономьте бензин и все такое. Но реально нужды в этом не было, так как у французов не было дефицита. Просто для общей ширмы соблюли пару дурацких ритуалов и все. А все это происходило потому, что Франция на тот момент — это единственный способ получить ядерные технологии для нужд ОПЕК. В 1968 году Комитет ООН создал договор о нераспространении ядерного оружия. И для публики, и для всех там переживающих это было подано таким образом, что куча дядек с такими серьезными ёбычами сидели и такие: ядерное оружие — это плохо, ужасно, ни в коем случае нельзя допустить его распространения. Нет. Поэтому мы вот тут сделали серьезную бумажку. И эта бумажка из самой серьезной бумаги, с самыми серьезными чернилами и печатями. Серьезнее только наше подозрение, что ты пей. Фактически, договор обязывал все страны, владеющие ядерным оружием, ни в коем случае и ни при каких условиях никому не передавать свое ядерное оружие. И все такие: да, молодцы, так и надо. А то-то все страны с ядерным оружием стремились всем и каждому его раздать. Мол, ребятушки, у нас вот тут есть наша супертехнология, которая нам позволяет диктовать свою политику по всему миру. Вот вам, пожалуйста, держите. Специально для вас изготовили. Нам не надо. Мы наигрались. Вы тут теперь главные. И по этому договору получалось, что вот у кого есть ядерное оружие, оно у того и есть. Все. Мы тут власть и центр силы, а всем остальным хуюшки с маслицем. Кстати, бабушка сама маслица готовила. Попробуйте, реально. И вот этот договор подписали США, Советы и Великобритания. А Франция забила хер. Она ничего не подписывала. Она всех в гробу видала с их договоренностями. Ее уже после войны один раз раком поставили, и она больше не хотела. Поэтому французы даже юридически не имели ни малейших ограничений, чтобы спокойно торговать ядерным оружием и ядерными технологиями. И страны ОПЕК это знали, само собой. И вот в этот момент, когда на всех повесили ограничения на поставку нефти, а на экспорт в США вообще положили полный запрет, страны ОПЕК приходят к французам и такие: поговорим? А французы в ответ: поговорим. И Мишель Барен придумал идеальную схему. Суть сделки была в следующем. Первое. Страны ОПЕК дают деньги на строительство железнодорожной трансгабонской магистрали от урановых рудников во Франсвилле до судоходного порта в Либервилле. Вот полностью, до копейки, строительство должны были профинансировать ОПЕК. И эта железка, кстати, называется Трансгабонис. И не хотел бы я услышать такое на отдыхе в Таиланде, знаете ли. Здравствуйте, я Трансгабонис. Второе. Франция самостоятельно налаживает поставки урана и берет на себя ответственность за безопасность грузов и доставки урана из рудников. У них как раз чисто случайно
в Габоне, рядом с портом, куда должен был доставляться уран, стоит военная база. Ну, просто из кармана выпало случайно. Вот мы оттуда приглядывать и будем. У нас же тут свободная страна, демократия, все безопасно. Да, ну так на всякий случай, ну пусть стоит, мы чисто посмотреть. Третье. Франция по специальным квотам и за свои же деньги берет на обучение в свои французские университеты студентов из стран ОПЕК и научит их обращаться с ядерными технологиями, реакторами, вот этим всем, чтобы они потом смогли спокойно работать у себя в стране на всех возможных предприятиях. Четвертое. На деньги ребят из ОПЕК на территории Франции строят отдельный завод по обогащению урана, которым на 10% будут владеть ребята из ОПЕК, и которые будут претендовать на 10% всего обогащенного урана, который произведет этот завод. Пятое. Франция напрямую поставит несколько ядерных реакторов и поможет их запустить. Все, вся схема. А Альберу Бонго нужно было принять ислам для того, чтобы, подтвердить серьезность намерений Франции, так как для мусульман это очень важный и чувствительный момент. Если ты пришел к нам, отказался от своей религии, принял нашу религию, то мы тебе доверяем. Если ты принял ислам, то ты свой. А французы такие: кого в мусульмане? Его? Как два пальца. Извиняюсь. Ты! Там, на пальме, иди сюда, дела есть. Давай там, бегом там, к ребятам в храм, с Господом Богом. В смысле, Аллах Акбар. На то мы порешили. Ребята с нефтью поставляют французам все, как и раньше, плюс дают кучу денег на строительство железной дороги и необходимых предприятий, а французы дают технологии, обучают будущих специалистов и поставляют реакторы и топливо к ним. И никто им за это ничего не сделает. Проблема только лишь в том, что я вам тут не сказал одну важную деталь. Деталь заключается в том, что эта сделка была не совсем с ОПЕК. Да, в этом всем участвовал ОПЕК как организация, но все эти переговоры были с одной конкретной страной. И все технологии, поставки и доля в предприятии по обогащению урана должна была достаться одной конкретной стране. И эта страна — Иран. Иран был одной из стран, кто был инициатором создания ОПЕК. Просто потому, что мог, и потому, что у Ирана была сила. В 70-х Иран — это одна из самых развитых стран Ближнего Востока, а у власти в тот момент стоял прозападный шах Мохаммед Реза Пахлеви. И страна очень активно развивалась, снабжала нефтью половину мира, зарабатывала и вкладывала деньги в свое развитие. В целом они и самостоятельно могли сделать свою ядерную программу, но с учетом отрыва в технологиях с Западом, они бы потратили слишком много времени, да и никто бы им не дал этого сделать, так как еще один центр силы тут никому был не нужен. Но была возможность договориться с французами. И судя по их отзывчивости, Франция тоже была заинтересована в том, чтобы это все сработало. Так или иначе, Альбер Бонго в 1973-м принимает ислам в качестве подтверждения своих намерений и становится Эль-Хадж Амар Бонго. И в этом же году закладывается первый камень в железную дорогу, которая соединит Францвиль с Либревилем. Подавалось это все как величайший проект для туризма и развития внутренней инфраструктуры страны, мол, теперь можно будет удобно туда-сюда ездить, вот заживем теперь. Но главной задачей железной дороги, которой нигде не афишировалась, само собой, была доставка руды из рудника, который находился буквально в нескольких десятках километров от Францвиля. Одновременно с этим, для того, чтобы зафиксировать сделку, создаются две компании. Французское правительство создает компанию Кагема, а иранское правительство создает компанию Софидив. Эти компании обмениваются акциями друг друга в определенных пропорциях и совместно создают третью компанию, которая называется Евродив, и которая будет владеть одноименным заводом Евродив по обогащению урана. Суть перемешивать акции внутри компании была в том, чтобы по итогу Иран в свое распоряжение получил 10% акций Евродив и 10% всего обогащенного урана, который этот завод производил бы. И за это Мохаммед Реза Пахлеви заплатил французам 1 миллиард 180 миллионов долларов на строительство этого завода. А также через компанию Кагема Франция должна была поставить Ирану атомные реакторы, а через Евродив поставлять обогащенный уран для работы этих реакторов. По бумажкам это все выглядело так, что Франция должна была поставить Ирану атомные реакторы для производства электричества в атомных электростанциях. И все такие на серьезном лице: да, Ирану же нужно электричество, природное, чистое, современное, вот это все. Именно для электричества, да. Но, извините, у Ирана нефти больше, чем воды.
А совокупно запасов нефти и газа у них на 100 лет вперед, даже если они будут поставлять углеводороды половине планеты. Запасы углеводородов в Иране закончатся сильно позже, чем во всех остальных странах Ближнего Востока, так как там реально их просто дохерища. И история про то, что им нужен атомный реактор для электричества, это такая нелепая отмазка, что даже читатели Дарьи Донцовой заподозрят, что тут что-то не так. На заводе Евродив уран обогащали до 5%, но этого достаточно для того, чтобы сделать из него плутоний для оружия. Да, нужно будет потратить херовую гору энергии на это, так как реактор будет просто его потреблять в огромных количествах, а не, естественно, не вырабатывать. Но электростанции, которые работали на углеводородах у Ирана, жопой жуй. Они бы все потянули. И все прекрасно понимали. Но на самом деле игра была куда веселее. И ставки были куда выше. Завод по обогащению урана Евродив должен был запуститься в 1978 году, как и первый участок Трансгабониса. А последний платеж от Ирана должен был поступить в 1977 году, что правительство Ирана и сделало. А Франция к этому времени уже успела поставить несколько атомных реакторов Ирану. И как только достроился бы завод Евродив, партии обогащенного урана должны были поехать в Иран. Но главный кекис в том, что никто никакой уран поставлять и не собирался. В 1977 году, ровно в тот момент, когда Иран за все заплатил, в стране начинаются волнения, которые потом выльются в исламскую революцию 1978-1979 года. Суть была в том, что широкие слои населения Ирана были вроде как не совсем довольны политикой властей. Им не нравилась вестернизация, женщины в юбках и вот это все. И у протестующих был четкий лидер – Аятолла Хамейни. Аятолла — это религиозное звание, ну типа как у нас патриархи, только там Аятолла — это звание куда серьезней. А имам Хамейни — это имя и фамилия человека. И вот вроде бы на месте Франции можно было помочь своим партнерам с этим делом разобраться. У вас же деловые отношения, договоренности, обязательства, там, все такое. Но зачем? Нам уже денег заплатили. Заплатили. Обязательства выполнять по контрактам? Нахуя? Мы лучше поможем революции. Там все перевернут вверх тормашками, а нам ничего поставлять не нужно, и мы в дамках. В целом, у Ирана хватало силы самостоятельно справиться с протестами. Реза Пахлеви дураком не был. Но французы успели вывести имама Хамейни, лидера протестов, к себе в Париж и укрывали его у себя в посольстве. А он оттуда руководил протестами. Притом это даже никто не скрывал. СМИ спокойно об этом писали, а французы такие: да, мы тут у себя укрываем народного любимца и борца за все святое, так как его же может покарать кровавый режим Ирана. А мы этого не допустим, не-не-не, мы же хорошие ребята. США, которые до сих пор точили зуб на то, что Иран был инициатором запрета на поставку нефти, вообще были рады всеми возможными методами насрать им в карманы. И Иран остался один. И проиграл. А судя по всему, когда по итогу всей этой движухи Аятолла Хамейни пришел к власти и вник во все договоренности и увидел, что его страну кинули через хуй с ядерной сделкой, он просто, опешил. Типа, бумаги есть, договоренности есть, реакторы есть, а топливо где? Завод Евродив уже год как работает, а в Габоне уран уже ездит по железной дороге, которую построили на наши деньги, и никто ничего возвращать и поставлять не собирается. Это что за хуйня? И на справедливый вопрос Ирана типа: парни, алло, уран-то где? В этот момент из всех СМИ и говнометов полетели обвинения, что Иран — это ужасное государство, которое собирается сделать ядерное оружие и хочет нас тут всех поубивать, поэтому мы должны всем миром сплотиться против этих жутких чудовищ. Одновременно с этим и сразу же после исламской революции развязывается Ирано-Иракская война, где на самом деле воевали все со всеми. Фактически бои происходили на земле Ирака и Ирана, да, но там воевал весь мир, так как Иран был очень силен и в ближайшей перспективе мог стать равным игроком с сильными мира сего, его нужно было выкинуть с этого поля раз и навсегда. Поэтому США, Франция, СССР и Великобритания спонсировали Ирак. А Иран держался на своей силе, а также на помощи Сирии и Ливии, которые были партнерами по ОПЕК. И там Китай еще им немного помогал. Спойлерный вопрос из будущего: в каком положении сейчас Сирия и Ливия? Да. Обычных людей, как я уже говорил, в Ирано-Иракской войне полегло невозможное количество. Как это всегда бывает в таких играх, да. И получается, что вот мало того, что тебя просто открыто послали нахер со всеми договоренностями, у тебя забрали твои деньги. Твои враги по войне из Ирака летают на американских и французских истребителях и бомбардировщиков, и плюс они все убивают твоих людей, так тебя еще и на глазах всего мира обоссали и макнули головой в унитаз, чтобы ты не выделывался и знал свое место. Самое смешное, что Иран даже пытался подавать жалобы в мировые суды на ядерную сделку с французами. Он показывал бумажки, говорил, что, мы же договаривались, выполните обязательства, или хотя бы, пожалуйста, верните деньги. На что он в ответ получал: слышь, животное, пасть закрой.
Мы сейчас еще все твои счета заблокируем, и на тебе, кстати, санкции. Ознакомься. И вот встань на место Ирана. Что ты будешь делать, когда с тобой так поступили? Когда ты понимаешь, что правды ты не добьешься, и что бы ты ни делал, тебе только плюнут в лицо. И с тобой идет натуральная война, как в политическом смысле, так и в прямом. И тебя хотят забить до смерти только лишь потому, что ты стал сильным. Что ты будешь делать? Ты будешь мстить. И раз уж правил нет, месть будет жестокой. Иран начинает спонсировать движение радикалов внутри Франции. И их руками начинает вести свою игру. Все участники организации больше походили на хорошо подготовленных боевиков. А как они тренировались? И кто вел эти тренировки? Да, поставки оружия, обучение бойцов и слив нужной информации идет под присмотром спецслужб Ирана. И это ответ, откуда у обычных чуваков подготовка профессиональных наемников. Все, что удалось откопать в мемуарах, большие благодарности братьям по оружию и неравнодушным людям. Притом, какие-то операции боевиков и террористов во Франции проходят просто чисто для отвлечения внимания публики. Например, там, просто полицейский участок подорвать. А какие-то проходят точно в цель. Первая жертва — Рене Адран. Убийство 26 апреля 1986 года. А вам не похер ли на то, что там где-то кто-то воюет на другом конце планеты? В своем доме с 8 пулевыми ранениями был обнаружен некто Рене Адран. Рене Адран занимался поставками оружия в Ирак, врагу Ирана. И он был талантливым военным инженером, с помощью которого разрабатывалось большое количество вооружения и заключались договоры на поставку в нужные места планеты. И особая жестокость, с которой его убили, вызвала шок у всего французского руководства. 5 февраля того же 1986-го. Взрыв бомбы в одном из магазинов FNAC, крупной торговой сети, которая принадлежала Мишелю Баррену. Выглядело это просто как какой-то непонятный взрыв магазина. Но Мишель знал, почему эта бомба оказалась именно в его магазине. В целом он занимался представлением и защитой интересов Франции во всей Африке. И Мишель Баррен придумал идеальную схему. И никто им за это ничего не сделает. Через 2 месяца от этой бомбы, 26 апреля 1986 года, неизвестные люди прямо в центре Парижа на Нью-Йоркской набережной насмерть сбивают 22-летнюю девушку, которую звали Вероника. Убийц не нашли, хотя их истерично искали всеми возможными методами и на уши подняли весь город. А все потому, что фамилия у Вероники была Баррен, и она была дочкой Мишеля Баррена. Ты будешь мстить, и раз уж правил нет, месть будет жестокой. В сентябре 86-го с разницей в 3 дня взрывается еще один магазин FNAC и Пап Рено. Пап Рено — это просто фирменный Папа Рено. Обычное питейное заведение, где часто тусовались рабочие завода. И если бомба в магазине FNAC была снова адресована Мишелю Баррену, то бомба в пабе Рено была адресована другому человеку. Она была адресована человеку, который участвовал во всей сделке с Ираном ничуть не меньше Мишеля Баррена. Она была адресована человеку, который строил завод по обогащению урана Евродив и который был его директором, Жоржу Бесу. Зачем убивать главу автомобильной корпорации? Мне не давали покоя 2 вопроса. Почему же убили именно Жоржа Беса, а не кого-нибудь другого? Ведь операция спланирована конкретно против него. Жорж Бес всю свою жизнь, до того момента, пока не оказался в Рено, занимался ядерными разработками. С 74 по 85 работал управляющим в горнодобывающем и энергетическом секторе. Он был гендиректором Кагема. Это та компания, через которую Иран платил $1 миллиард на постройку завода Евродив, и на заводе Евродив он был директором. А после его убийства этому заводу присвоили его имя. Почему Жак Ширак приехал на место убийства? Тогдашний мэр Парижа, а в ближайшем будущем премьер-министр и президент Франции. Жак Ширак, Жорж Бес и Мишель Баррен были друзьями еще с университетских времен. И в 1974-м Ширак был премьер-министром при президенте Жискаре д'Эстене, с которым они вместе подписывали сделку с Ираном. И в тот момент, когда тебе нужно провернуть такую опасную сделку, ты будешь на главные посты ставить только близких людей, которым ты можешь всецело доверять. И когда одного твоего близкого друга убивают прямо у тебя под боком, а у второго друга дочь размазывают по асфальту, ты понимаешь, что ты следующий. В ночь после убийства Жоржа Беса у Жака Ширака был телефонный разговор с президентом Франции. А на следующий день Франция объявила, что она готова перевести первый платеж в $330 миллионов по возврату денег, которые были уплачены за Евродив. Но французы были готовы вернуть не все деньги, а только треть. Поэтому 5 февраля 1987 года авиакатастрофа в Габоне с частным самолетом Мишеля Баррена. И Мишель находился на борту. Погиб и он, и весь его экипаж. Ты поставишь свое полностью контролируемое правительство. Кого вы, мусульмане? Его? Если ты принял ислам, то ты свой. Как только поднялась буча с Ираном, Амар Бонго понял, что он тут тоже оказался крайним, так как он в том числе повязан в общей схеме и выступает гарантом сделки.
Хоть все и понимали, что он марионетка в руках французов, но все равно Иран на него давил. Еще как давил. Взамен за свою лояльность Франции Омару Бонго было позволено вообще все внутри своей страны. Он жил на широкую ногу, пользовался бюджетом страны как хотел, покупал автомобили, яхты, на его балансе было 33 объекта элитной недвижимости в Париже, дома, квартиры, виллы в Ницце и всякое такое говнище. Внутри Габона под руководством Мишеля Барона ему на деньги Франции выстроили личный дворец, огроменный. И это вообще никто не скрывал. Об этом даже с гордостью во французской Википедии написано. Коррупция – это плохо. Очень плохо. Но если в нашу пользу, так и быть, потерпим. Но когда запахло жареным, когда встает вопрос личной безопасности, и Иран тебе вполне конкретно намекает, что ты следующий, вопрос дворцов, автомобилей, яхт и моделей у тебя в спальне уходит на второй план, так как твоя шкура становится тебе намного важнее. Мишель прилетел на встречу с Омаром Бонго, подробности которой не раскрываются. Единственное, что известно, что Бонго был очень озабочен. А когда кровь и кишки летят по стенам, вряд ли ты будешь спокойно мятный чаек попивать. Переговоры были быстрыми, резкими, и, по словам очевидцев, оба вышли из кабинетов разозленные. А спустя несколько часов самолет Мишеля, который стоял на парковке терминала президента Габона, не сможет набрать высоту и рухнет спустя несколько минут от взлета. Все подробности крушения самолета засекречены, а в черных ящиках с борта самолета, который пришлют потом в Париж, была стерта информация о последних минутах полета. И понятно, что после такого следующие выборы 93-го года у Омара Бонго проходили уже без поддержки Франции. И сразу же, внезапно, из ниоткуда появилась куча кандидатов, появилась оппозиция, и у людей Габона вдруг внезапно появился выбор. Чистая случайность, никаких совпадений. И вот после всего этого, когда все люди, кто участвовал в этой схеме, заплатил каждый свою цену, когда Франция объявила, что ладно, так и быть, мы готовы возвращать ваши деньги, после этого можно спокойно сдавать своих бойцов, как жест доброй воли к переговорам. После убийства Жоржа Бесса верхушку вылавливают полным составом, и они сдаются без боя. И это еще одна странность. Когда за ними пришли, лидеры просто сидели и ждали, когда их арестуют. 21 февраля 1987 года, спустя 16 дней после падения самолета и гибели Мишеля Барона, французская полиция, ссылаясь на какие-то внутренние источники, находит лидеров Action Directe на ферме в пригороде Парижа. А они сдаются без боя. Боевики, которые так яростно сражались против правительства, против порядка, против капитализма, выполнили задачу и просто ждали последующего наказания. Жоржа Бесса убили из-за Евродив и из-за его участия в ядерной сделке Франции и Ирана, в которой французы кинули всех, кого только можно было через хуй. А преступления против рабочего класса и прочие идейные формулировки — это пыль в глаза, которая не вызывает дополнительных вопросов и не даст повода людям внимательно присмотреться к ситуации. Идеи, моральные наставления и проповеди, которые делают одних людей хорошими, а других людей плохими, это хуйня на палке и еда для хомяков. Ровно точно так же, как и все идеи всего хорошего и справедливого в этом мире. Ведь даже если предположить, даже если подумать, что Жоржа Бесса действительно убили из-за его деятельности в Рено, то это все равно хуйня на палке. Предположим, что действительно ради того, чтобы остановить несправедливость против рабочих, нужно было убить главу компании, который занимался реструктуризацией. Нужно было остановить этого зверского капиталиста, который выкидывал людей на улицу, а все деньги вкладывал в американский автомобильный рынок. Рено вписывается в спасение и выкуп акций AMC. При этом единственное, что не тронул Бесс, это разработка совместного мотора и модели с AMC, чтобы получить долю рынка США и заработать на этом. AMC совместно с Рено разрабатывали кроссовер, который еще успели выпустить при жизни Бесса. Первый американский кроссовер с интегрированной рамой и кузовом. Легкий, маневренный и проходимый. Имя этого кроссовера — Jeep Cherokee. Jeep был единственным прибыльным брендом EMC. Автомобиль, который станет бестселлером американского рынка и благодаря которому чуть позже создадут Grand Cherokee, мега популярный автомобиль по всему миру, который будет продаваться просто в невозможных тиражах. Но плоды этих разработок не достанутся Рено, не достанутся Франции, и они вообще ничего с этого не получат, так как человек, который придет на смену Бессу, которого звали Раймонд Леви, элементарно засыт, что его тоже убьют, если он будет продолжать проект. И по итогу он продаст AMC Крайслеру. А уже в Крайслере новая звезда компании, гениальный Ли Кокко, с
с улыбкой в рекламных роликах расскажет, какой это чудесный автомобиль и настоящий символ Америки. И продаст этот автомобиль миллионам. Рено, потратив сотни миллионов долларов на удержание EMC на плаву, переделав все процессы внутри EMC, столкнувшись со своим внутренним кризисом и сумев каким-то чудом выжить и сохранить разработку, должен был просто расслабиться и получать прибыль с рынка Америки, так как у них все получилось. И они все смогли. Но 4 пули, выпущенные в директора завода, якобы во имя народа Франции, лишат этот же самый народ Франции всех прибылей и всех налогов в казну государства, ради которых это все и затевалось. И активисты под флагом борьбы с капитализмом сделают просто невероятный подарок тому же самому капитализму, только в другой стране. На что можно пойти ради идеи? Мы с вами прекрасно знаем ответ. На все. И я снова задаю вопрос. На что можно пойти ради идеи? И ответ мы с вами знаем. И так как человечество так устроено, что мы живем идеями, нас будут ими кормить всю нашу жизнь. В этом я не сомневаюсь. Ведь так легко одним предложением поделить всех на плохих и хороших. И так легко в это поверить. А потом пойти отстаивать никому не нужные идеалы. Пока за твоей спиной будут происходить действительно важные вещи, которым как раз-таки внимание привлекать не стоит. Правды нет. И не будет. Так как правда никому не нужна. Этот мир держится и будет держаться на власти, сферах влияния, рычагах давления и деньгах. А для публики всегда наготове будут свежие идеи, которыми так легко кормить людей, чтобы отвлечь их внимание, когда тебе нужно что-то незаметно провернуть. И, кстати, а зачем мне нужно было рассказывать вам всю эту историю?